Что ты, блядь, такая бедная, такая умная? А у меня как там родители в 10 лет отвезли первый раз в Египет. Все, меня вот еще тогда башню сорвало. А почему тебе так важно всю ответственность забрать на себя? Я стану супербогатой, я умру бомжом. Я прям настроена побеждать. Где моя зарплата вообще? Если ты мне скажешь за 3 минуты до вебинара, что мне где-то кнопочки нужно нажать, у меня конверсия на вебинаре упадет на 10% и не заработаю, не знаю, там 500 тысяч. Я хочу сделать себе сиськи. И вот это очень плохая стратегия, потому что Я была самая тупая в этой комнате. а вот я в бассейне, я месяц не работаю. Шаг в пропасть вообще, у меня слезы. Да я херовый предприниматель. А я когда себя слушаю, мне нравится. Как только ты считаешь, что ты выиграл эту жизнь, ты все знаешь, то утопия. жизнь покажет тебе, что это не так. Всем привет! Меня зовут Юлия Евенко. Сегодня я в гостях у Ханафи, и мы будем проводить разборы по росту в доходе и по бизнесу. Я в прошлом мастер перманентного макияжа, вообще мастер бьюти-индустрии, который вырос с дохода 10 тысяч рублей мастером до запуска на 30 миллионов рублей в онлайн-бизнесе. И мои студенты приходят ко мне затем, это эксперты и мастера бьюти-индустрии, за тем, чтобы вырасти в доходе, выйти в онлайн, масштабировать свои запуски, запустить свои базовые курсы. И в принципе я про деньги и про мышление, потому что без изменения мышления мы часто не можем вырасти в доходе. Собственно, чем мы сегодня будем заниматься. Давайте познакомимся, девочки. Привет, Юль. Меня зовут Катя. Я владелец школы-студии по перманентному макияжу в Москве. При этом я не являюсь мастером и преподавателем. Работает моя команда. И уже полгода я являюсь продюсером-экспертом. Сделала большой запуск, сейчас его масштабирую и работаю с новым экспертом. Большой это какой? Давай, шокируй нас. Запуск чистыми, если говорить, то это 2 миллиона 900 тысяч, почти 3 миллиона. Огонь. Сейчас идем в масштаб, следующий запуск хотим сделать 5. Вот, собственно, за этим я сегодня здесь. Супер. Всем привет, меня зовут Кристина. Я мастер-тренер по перманентному макияжу и создатель бренда Молекула Лазер. Это неодимовый лазер для мастеров по перманенту. Супер. Сегодня я здесь для того, чтобы наконец-таки сделать свой первый масштабный запуск в онлайн. Супер. Привет, меня зовут Диана Егорова, мне 26 лет. В перманентном макияже я 2 года, я мастер и тренер. Пришла с запросом, чтобы увеличить свой доход, увеличить поток клиентов и учеников на базовые курсы. Угу. А какой доход сейчас и на какой хочешь вырасти? Доход сейчас 300-350, хочу 500. Супер. Ну что, мы начинаем, Кать, с тебя. Очень интересно узнать, как ты, не будучи экспертом, мастером, выстроила вообще свою школу-студию, как пришла к тем результатам, которые есть сейчас. Расскажи так вкратце свою историю. Вкратце, наверное, это будет очень сложно, но я постараюсь. Изначально я работала в этой студии администратором, пришла туда в найм и выросла постепенно. Я сначала стала менеджером, потом стала руководителем отдела продаж, потом стала управляющей, потом стала совладельцем, и потом настал такой момент, когда я стала владельцем этой студии. И несмотря на то, что я сначала работала там в найме, можно сказать, что 70% команды, 70% того успеха, который есть сейчас, который был, это выстроила я на пару с предыдущим владельцем этой студии. В какой-то момент, тогда, наверное, было очень тяжело, это начался коронавирус, это отсутствие рекламы в Инстаграме, откуда, собственно, нам приходили основной поток заявок в то время. В этот момент начали происходить финансовые разрывы, кассовые разрывы. Сложности начались, но мы их выдержали, выровнялись. И после этого не получалось пробить финансовый потолок. То есть если... Давай для тех, кто не знает, что такое кассовый разрыв, объясним, что это когда не хватает денег рассчитаться с сотрудниками и так далее. Когда доход
был меньше, чем расход за месяц. Вот это называется кассовый разрыв. Да, получается то, что когда оборотка, в принципе, неплохая, но наступает момент, когда нужно оплачивать зарплаты, аренды, закупаться материалами, и ты такая, где моя зарплата вообще? В этот момент хотелось плакать, и вспомнила тебя. Ты много раз приезжала к нам в студию, еще будучи мастером, преподавателем, проводила мастер-классы, и я так за тобой подглядывала в Инстаграме, видела то, что у тебя успешная студия в Краснодаре, успешная студия в Москве, и пошла к тебе выстроить ту же самую систему в студии, то есть чтобы понять вообще, что сейчас делать после этого коронавируса, после падения, как вообще люди набирают группы полноценные и так далее. И я пришла к тебе, но столкнулась с тем. И такой интересный момент, ты говоришь мне, типа, нет, я тебе не помогу. Да, такое было. Евенка может отказать. Она говорит то, что я не вижу твоего роста здесь. Мы сделаем с тобой 500, там сделаем с тобой даже 1 миллион, может быть, сделаем. Но я тебя вижу намного масштабнее, намного крупнее в другом проекте. Интрига небольшая, у меня в голове полнейшее непонимание, в каком проекте, если у меня здесь жопа, да, грубо говоря, сейчас творится, как мне дальше быть вообще. Причем я это поняла на 4-й минуте нашего диалога, что из тебя получится классный продюсер. Но для тебя это вообще было незнакомое слово тогда. Да, я вообще не понимала не то, что структуры какой-то, я не понимала вообще значения этого слова, что значит продюсер. Для меня продюсер — это, когда фильмы там снимают, режиссер, камера, мотор, поехали. Поэтому, я очень далека была от этого, поэтому запуск на 2,9 — это не результат упорных каких-то трудов, многолетних, я имею в виду. Это благодаря тому, что я обучилась у тебя 4 месяца, и вот он результат. Пожалуйста, с нуля. Для тех, кто говорит, что я еще недостаточный эксперт, я еще там мало в этой сфере, мало работаю, я вообще здесь не работала. И вот он результат 2,9. Но, знаешь, ты сейчас рассказываешь, и кажется, что это так легко, неупорные труды и так далее. Но на самом деле, расскажи, как ты заходила ко мне, потому что у тебя на тот момент доход был там 100 в лучшем случае, да. Вот, а я тебе говорю, нет, в этот пакет тебе не надо, тебе надо либо туда, либо я тебя вообще не возьму. И вот это твое решение, которое реально очень сильно повлияло на то, кто ты сейчас, которым я пересматривала это видео не один раз, я рыдала там вместе с тобой. Вот я хочу, чтобы ты вот этим поделилась, потому что хочется, чтобы люди знали правду, что за этим стоит, потому что успешный успех очень легко потом наблюдать, ни хера себе, кто-то 1 миллион заработал. А вот знать, что за этим стоит, какие решения, какая смелость, какие слезы, вот я хочу, чтобы ты вот этим поделилась. Да, я сейчас буду плакать, наверное. На самом деле, да, то есть было очень сложно именно пойти в неизвестность. Одно дело, когда я там готова платить деньги за то, чтобы навести порядок в студии. Да, окей, это понятно, протоптанная уже дорожка. Я тебе помогу, мы выстроим систему, сделаем 500, сделаем 1000. А другой момент, когда тебе говорят, нет, у тебя не получится в студии выстроить систему, точнее, она выстроится сама по себе. Вот эти слова мне были непонятны, когда мы с тобой будем заниматься другим, а студия, ты увидишь, она сама по себе как-то подтянется. Я думаю, в смысле, я тут херачу в этой студии, у меня ничего не получается, а тут я начну заниматься чем-то другим, и это все нормализуется. Так и стало. Я не знаю, как это работает, но так и есть на самом деле. И получается то, что Юля говорит, нет, на тариф, который бизнес в ПМ, я тебя не беру, я тебя вижу в онлайне, я вижу там твой рост, я вижу твою системность, как ты сможешь здесь начать хорошо зарабатывать. Начались качели жесткие, я болела, выздоравливала, хотела, не хотела. Вот эти качели, когда я стану супербогатой, я умру бомжом, начались вообще, жесточайшие. Юле пишу, все, Юль, нет. Потом я начинаю в этот момент реветь, и я понимаю, что мне нужно туда, да, то есть, я захожу туда не из состояния благосостояния, да, то есть у меня на тот момент не было каких-то сбережений, не было стабильного заработка, но я понимаю, что если вот я сейчас не зайду, я остаюсь в той же жопе. И
На самом деле очень мне нравится одна фраза, то что если ты делаешь те же действия, не надейся на новый результат. Хотелось нового результата, а новых действий я не знала, какие делать уже. Ну, то есть все новые уже испробованы были. И я пошла к тебе, так как было доверие, вижу твой рост, я знаю твою экспертность, знаю результаты, которые ты делаешь, и другие девчонки. Естественно, я с полным доверием делаю этот шаг в пропасть вообще. У меня слезы, я подписываю договор, я взяла в рассрочку денег. Ну, многие говорят, что я не пойду, это дорого. Конечно, дорого. Я шла туда, когда я таких денег вообще не зарабатывала. Ну, то есть это было x5 моего дохода, и платеж по рассрочке это было 50% моего дохода, и я не знала, получится у меня, не получится, но пробовать нужно. Если ты не попробуешь, можно сказать то, что потом жалеть об этом. И начинается первый месяц обучения. Я, как самый прилежный студент, отличник, Юля не даст соврать. Я пересматривала все уроки по несколько раз, я делала все домашки, делала все разборы. И потом мы скооперировались с экспертом. И сначала говорила после каждого урока: я ничего не понимаю, но я пересматриваю по несколько раз. Но я пока ничего не понимаю, но я все буду делать. Вот. И даже когда уже заработала деньги и написала мне, что я на карте никогда не видела столько денег у себя, написала: я так и не поняла, как я это сделала. Да, на самом деле было такое. И когда ты делаешь, очень много энергии занимает подумать. И когда ты не думаешь, а просто делаешь, результат он не заставляет себя ждать. А когда ты сначала подумала, надо, не надо, получится, не получится и так далее, у тебя очень много энергии уходит на вот это подумать. И я приняла решение благодаря тебе, то, что лучше не думать, просто делать. Мне очень нравилась история. Наверное, из твоих уст она лучше прозвучит, когда ты говорила про то, что он зарабатывает в 10 раз больше, чем я. Да, это когда я пришла как раз-таки ровно примерно такая же история, там с ребенком на руках, младенцем я тогда только родила, я принимала решение о покупке обучения за 500 тысяч, когда у меня как раз-таки было всего 200, это были последние, и 300 я вообще не знала, где я возьму, мне сделали рассрочку на 2 платежа. И когда он мне говорил делать действия, которые я вообще не понимала, мне приходилось отменять 2 клиентов, чтобы сделать какое-то новое действие, типа отказаться от денег в моменте, которые прямо сейчас мне придут, чтобы принять, чтобы сделать какое-то новое действие, которое вообще непонятно, как меня ведет к деньгам. Я себе просто говорила: Юля, заткнись и делай просто, что он сказал. Он зарабатывает 10 раз больше тебя. Наверное, вот он знает. Вот если ты все сделаешь и у тебя не получится, скажешь ему тогда, что у меня не получилось, мне нечем платить. Вот. Но оно получилось, да. И вот сейчас мы как раз переходим к твоему запросу, да, вот как у тебя получился результат, какой, и теперь куда ты идешь сейчас, да, то есть какая помощь сейчас нужна от меня. Да. Запрос следующий, то, что не хочется придерживаться стратегии многих продюсеров, которые бегают от эксперта к эксперту, повторяя одни и те же действия, и в какой-то момент наступает либо выгорание, либо дурная слава начинает ходить об этом эксперте. Хочется все-таки оставаться с теми экспертами, с которыми сделали первоначальные запуски, и идти в масштаб, то есть инвестировать деньги в последующие запуски, в рекламу, в трафик вкладываться, расширять, улучшать команду, и при этом расти из запуска к запуску так, как делаешь это ты. То есть у тебя первый запуск был 9 миллионов, потом 18, потом 30. Я уже наизусть знаю первые всю твою вообще были 1 миллион, 2 400, 3, 5, 7, потом уже 9. Это про онлайн, когда я начала, да. И давай в контекст введем, как у тебя получился запуск, собственно, и на какую сумму, какой оборот и какая прибыль. Это тоже важно, потому что когда оборотка по студии 1,5, расход 1 600 000, такое тоже бывает, да, и у тебя такое было. Вот введи в контекст, и дальше пойдем уже разбирать запрос. Да, если сравнивать, допустим, с офлайном в студии, когда оборотка получилась за месяц 1 200 000, 1,5, и после выполнения всех обязательств ты остаешься 100, 200, 300 в лучшем случае, то онлайн это
просто это мечта. Это все, кто еще не в онлайне, я советую всем попробовать. Там минимальные издержки, это зарплаты там, техническим специалистам, дизайнерам, менеджерам по продажам. И вот у нас оборотка получилась 3,150, ну, там, приблизительно говорю, 3,160, возможно. И чистыми получилось 2,900. Ну, то есть это... Я считаю, что это очень крутой результат, и если сравнивать в аналогии тех сил, которые тратились у меня в студии в офлайне, и те силы, которые тратятся в онлайне, в принципе, это равные силы. И я поняла, что лучше я буду заниматься тем, что мне приносит намного больше дохода и намного больше... Отсюда следует, да, хочется сказать, энергии, сил вообще и желания дальше двигаться, чем я буду топтаться на одном месте и не понимать, как пробить тот самый потолок, который существует в офлайне. И вот когда я зашла к тебе в обучение в декабре, с того момента у меня жизнь просто понеслась с огромной скоростью, у меня произошли кардинальные изменения. То есть я никогда бы не подумала, что я закрою студию, которой я вообще жила последние 8 лет. То есть это которую я сказала закрыть тебе в самое первое наше общение. Да, то есть это основной мой доход, и я понимаю то, что если я буду распыляться сейчас, то есть из онлайна в офлайн и так далее и тому подобное, то не получится сконцентрированного вот этого хорошего результата. Давай теперь перейдем к тому, а что для тебя хороший результат? Сколько ты хочешь зарабатывать? Да, и в каком, я поняла, что это через там, партнерство с экспертом, возможно, там, с одним или с двумя, через команду. Как ты хочешь себя чувствовать при этом и на какой ты хочешь выйти доход? Я хочу уже не ниже, то есть у меня внутренний мой стержень, внутреннее мое я уже не позволит мне сделать запуск ниже, чем 2,8. Ну, то есть если я этот результат уже достигла, я уже не смогу сделать ниже, иначе это начнется обесценка и так далее. Поэтому я буду делать все возможное, чтобы делать выше этого результата. Соответственно, я хочу следующий запуск сделать 5, то есть не x2, чуть-чуть поменьше, но этот рывок, он позволит дальше мне делать x3, x5 и так дальше. Сейчас пока что главное закрепить у себя в голове вот эти цифры вообще и понимание, что сейчас происходит, потому что сейчас как во сне, знаешь, закрыла студию, у меня все знакомые у виска просто крутят пальцем и говорят: в смысле, как? Да ты только один запуск сделала. И мне показалось, а может и не показалось, то, что если я буду в состоянии того самого стресса, когда у меня нет никакой финансовой подушки, то что, да ладно, не получился запуск, у меня студия там 100 принесла, а я уже не хочу этих 100. Я уже хочу делать запуски на 5 миллионов и расти дальше как бы с арифметической прогрессией. Вот. Я сейчас буду записывать прямо в моменте кое-какие вещи, которые я хочу обсудить на обратной связи, чтобы я не забыла. Самооценка — это важный момент, который будет полезен всем. И финансовый стресс. Вот так я запишу, и потом я вам расшифрую, что это значит. Так, и давай представим жизнь через 3 года, очень так коротенько. Как ты себя видишь? Кто ты? Каких результатов достигла? И так далее. Я руководитель центра продюсирования, то есть я обучаю продюсеров. Это однозначно, потому что я провела наставничество в рамках обучения твоего. Это было тоже как сон. Я взяла своего мастера по ресницам, просто продала ей лежа закрытыми глазами вот так на процедуре, потому что я понимала, что мне через месяц платить рассрочку за обучение, и мне нужно это. Все продают. Фисенкова, он там бомбит вообще уже по 10 продаж в день, а я не продала. Как это так? Я сделала все возможное, чтобы... Сейчас мастер по ресницам, вот как это было, да? Нет, на самом деле мы с ней сделали офигенный результат, да, то есть у нее хороший бы получился кейс, если бы дальше я пошла бы в наставничество. Но в наставничество я их обучала тому, как создать свои курсы, как стать мастером тренерскому курсу, хотя не являясь сама тренером. Поэтому кто сейчас просто мастер, тренер и не делает тренерские курсы, я этого не понимаю. Вообще просто как? Я не мастер, я не тренер, я провела тренерский, курс. Вот. Сидящие рядом уже такие разбор получили, да, я уже поняла.
Вот, то есть, я хочу, мне нравится обучать, и я понимаю, что отсюда очень много я получаю энергии, но обучать тому, где я сама профессионал. В тренерстве я не профессионал, то есть я обучала инструментам, я обучала рекламе, маркетингу, как найти тех самых учеников к себе на базовый курс, ну и какую-то такую рутинную, там, стартовые наборы, методички и так далее. Вот, а хочется обучать тому, где я вот на самом деле буду профессионалом. Поэтому, отвечая на твой вопрос, кем я вижу себя, да, через этот промежуток времени, я думаю, к тому времени я буду большим профессионалом и буду учить начинающих продюсеров масштабировать свои запуски. А что для тебя большой профессионал? Большой профессионал — это который знает всю подноготную, скажем так, этого продукта, системы, и может, как вот, знаешь, есть такая фраза, если тебя разбудить, там, эту таблицу умножения наизусть ты расскажешь. Вот так же и здесь. Сейчас я пока что делаю этот запуск в стрессе, да, то есть я где-то плачу, это деньги не в легкости, пока что я понимаю, что это первый пока что результат. Если сравнивать с мастером, который только что обучился на перманентный макияж, я никогда в жизни не поверю, что первые губы сделаны были с сухими руками. Это 100% потные ладошки, это 100% трясущиеся руки, это бесконечный поток мыслей в голове, поэтому также и у меня был первый запуск, я сделала результат, но он был с потными ладошками, назовем это так. Вот хочется убрать потные ладошки, добавить больше экспертности, то, где я уже не буду советоваться там, например, где я не буду сомневаться и точно буду уверена. Что для тебя значит, вот сейчас очень важный, да, вопрос, что для тебя значит вот эта вот цель, когда ты станешь продюсером, владельцем продюсерского центра, да, когда ты будешь уже классным экспертом и будешь все это знать, делать это без стресса и так далее. Что для тебя это значит? Для меня в хорошем понимании, хотя это такое размытое слово, для меня это будет стабильностью. То есть если я понимала, когда я была руководителем студии, и я знала всю систему, потому что я пришла от администратора, менеджера, руководителя, я знала все позиции, ну, кроме мастера по перманентному макияжу, и я могла с уверенностью заменить, да, там, допустим, какое-то звено или понимать, что у нас сейчас результат страдает. Почему? Потому что у нас накосячили там маркетологи, которые дали мало нам лидов, или у нас накосячили менеджеры, которые с плохой конверсией это сделали. Я, то есть могла это одним глазом посмотреть и уже понять, что у нас сейчас здесь происходит. Вот я хочу такой же экспертности добиться в запусках, где я буду понимать, результат получился такой, потому что вот что. Вот сейчас я пока что не понимаю. Я сейчас пока делаю действия, которые ты мне сказала на предыдущем обучении. То есть, типа, бери, делай. Я взяла, сделала, получилось. Вот. Давай 3-5 твоих целей. Вообще в жизни. Из ближайших я хочу взять уже в этом году квартиру в Сочи. Я обожаю этот город. У меня часто муж туда ездит по командировкам, и там другая энергетика. Уже рассказывала то, что я переехала с маленького города, из Воронежа в Москву. И многие, кто знают меня еще со времен Воронежа, говорят: ой, так классно, ты живешь в Москве. Москва не мой город абсолютно, я хочу сказать. То, что многих заряжает этот город на работу, меня он разряжает. И я за подзарядкой еду туда, где природа, туда, где воздух. Да, то есть и там я могу уже делать какие-то результаты. То есть первая квартира, что еще? Первое, я хотела бы, квартиру в Сочи. Второе, я хочу поставить брекеты с этого запуска. Я хочу сделать себе сиськи. Класс, вообще крутая цель. Я, кстати, сейчас без элайнеров вообще я бы тоже поставила. Это тоже была одна из целей на этот год. Да, вот, это, наверное, такие ближайшие цели и больше финансовые, вот, если мы говорим про это. А есть какая-то мотивация, которая тебя мотивирует, не финансовая? Да, я хочу в следующем году ребенка. И у меня почему-то, я не знаю, это вопрос к психологу, наверное, а не к тебе. Есть такое, то, что пока что нет вот той самой стабильности, той самой финансовой подушки. Я не разрешаю просто себе это сделать. Когда у меня будет то, что я смогу позволить обеспечить своего ребенка, я уже разрешу себе это сделать. Вот я бы хотела в следующем году уже разрешить себя. Это... Огонь. Ну что, давай так. От 1 до 10
Насколько жестко разбирать? Конечно, 10. На 10. На десятку. Давай пойдем по очереди. Сначала по вот внутренним моментам, про мышление, да, а потом уже про инструменты поговорим. И первое, что я вижу, вот сказала про самоценность, да, вот такую вещь, что результаты, когда наши результаты влияют на нашу самоценность, мы абсолютно все практически в это попадаем. Потому что когда мы, то есть давай представим ситуацию, что ты сделала сейчас запуск с экспертом на 1 200 000. Что мы будем чувствовать? Обесценку, депрессию, стресс. Помощь зала. Что вы будете чувствовать, если вы сделаете запуск на 1 200 000? Ну, 1 я 200 000? свой первый запуск вообще планирую на 1 000 000 сделать, а ты тут говоришь 1 200 000. А теперь представь, что ты планируешь на 1 000 000, а сделаешь на 500. Ну, буду думать, что улучшить. Угу. Вот. Но рост всегда через ошибку. Иногда ее нужно допустить. Ты можешь сделать 5, ты можешь сделать 10, а потом можешь сделать 200 000. И что? И вот сейчас зрителям, тоже вопрос зрителям, да, как часто, когда мы делаем, да, задайте себе этот вопрос, можете в комментариях писать, когда вы делаете какой-то финансовый результат, и потом его не повторяете по каким-то причинам. Что чувствуете вы, что происходит у вас? Потому что я в эту ловушку попадала часто, да, пока в какой-то момент не поняла, что это окей, когда кассовый разрыв, и я задала себе вопрос, а как я могу вообще учить других людей, если у меня кассовый разрыв? Да я херовый предприниматель, да, и так далее. И из этого состояния ничего невозможно делать. И если ты это не примешь, этот факт сейчас, то жизнь обязательно тебе покажет запуск, блядь, на 900 000, например. Потому что нужно хвалить себя за этот запуск в любом случае. Возможно, это будет другой эксперт, у которого не было таких активов. Возможно, это будет этот же эксперт, но вы не вложили там денег в новый трафик, например, и, естественно, вы сделаете запуск меньше. Да, и это тоже нормально. Поэтому, как бы, нужно, прям, я не знаю, записать себе факт того, что результат не должен являться показателем вашей внутренней самооценки. Я не равно мой результат. Типа есть мой результат, есть я. И как бы если у меня не получился здесь результат, это не значит, что я какая-то не такая. Это не значит, что я недостаточный эксперт. Это не значит, что что-то со мной не так. Со мной все так. Нужно сделать просто работу над ошибками того, что можно было улучшить, где увеличить конверсии, да, там, и так далее, где там, что у нас дорого обошлось, и сделать следующее. И вот очень часто у экспертов на вот это уходит основная, как ты говорила, энергия на то, чтобы думать, да, вот так же и здесь. То есть как только мы идем, делаем результат какой-то, делаем первую продажу, но потом у нас 3 из 3 не купили, и мы такие, наверное, это не мое, наверное, я недостаточный эксперт, наверное, мне еще рано туда. Если вот это просто убрать, расти в доходе и масштабироваться будет сильно легче. То есть, когда внешние факторы не влияют на твое внутреннее я, на твою самооценку, на твою экспертность и так далее. То есть это как вот пример вот этот с 5000, когда вот 5000 рублей, теперь я их смяла, и вот они потеряли свою ценность? Нет, а теперь я их еще потоптала. Если их развернуть, я могу пойти с ними рассчитаться? Они же свою ценность не потеряли? Так почему мы теряем свою ценность, когда у нас внешний фактор какой-то появился? Кто-то нам плохой отзыв оставил, у меня мурашить начинает сразу. Кто-то нам плохой отзыв оставил, да? И мы такие, блин, возможно, я хреновый эксперт. А то, что есть 100 других хороших отзывов, да? И, девочки, я вам могу сказать, это осознанность, я считаю, называется, да, то есть тот момент отслеживания, потому что даже я сейчас, когда у меня происходит какая-то ситуация нестабильная, она меня может выбивать, но я просто уже уровень осознанности позволяет отследить, и типа это не потому, что я какая-то не такая, я отделяю
себя и результат. Это первое важное, что тебе нужно понять, и прям принять тот факт, что если ты не сделаешь 5, а сделаешь 3, или там повторишь 2900, это тоже классно, это окей. И нужно просто считать циферки, чтобы понять, что нужно, чтобы сделать 5. Да? А может быть, это будет зависеть от твоего эксперта. Да, как бы, а может быть от лидов, которые зарегистрируются, может быть, не целевые, да, это может быть много показателей и вообще никакого отношения не иметь к тебе. Это первый факт, вот что ты об этом думаешь, тоже да, обратную связь. Ну, вот смотри, что я насчет этого думаю. На самом деле, пока что сложно это понимать, но я уже поняла, что это информация на подумать. Ну, я такая, то, что я сразу информацию не смогу впитать и сразу же понять, окей, поняла. Нет, пока я не понимаю, пока мне тяжело это к восприятию. Объясню, почему. Сейчас у нас ремонт идет, и там мебельщики приезжают, собирают мне прихожую, я вижу трещину на дереве и говорю, в смысле? Ну, как бы, почему? Мне говорят, ну, это не мы виноваты. А кто, блядь, виноват? Я? Кто? Я не знаю, лифтер, консьерж, кто виноват вообще в этой трещине? Ну, мы это. Вот я не хочу вот спихивать вину на плохие, ну, точнее, ответственность на то, что плохо сработал отдел продаж, это плохо сработали там лиды, реклама, все что угодно, там луна не в той... А почему тебе так важно всю ответственность забрать на себя? Пока что в моей голове картина мира, то, что продюсер в паре продюсер-эксперт, это тот же самый руководитель, который влияет на результат. Ну, то есть, да, это делает команда, да, то есть я не отрицаю тот факт, что это делается руками моей команды, но я это все контролирую. И то есть, если получилось мало заявок, значит, я взяла херового маркетолога. Ну, окей, да, ты взяла херового маркетолога, а дальше что? Ты взяла, почему так страшно ошибаться, почему нельзя да нет, ошибаться? Не страшно, не страшно. На самом деле, вот я сейчас даже сижу и думаю, это не страшно, и более того, это в дальнейшем, если даже сейчас сделаю я результат меньше, это будет, знаешь, как... откат назад, чтобы полететь дальше. Вот, то есть это почва для анализа, для размышлений, для того, чтобы понять, как в следующий раз как бы не облажаться, какие показатели просели, и как в следующий раз я могу на них повлиять, лично я. И вот ответственность, про которую ты говоришь, это как раз-таки тот факт, что анализировать и делать дальше лучше, и улучшать снова, и снова, и снова. Вот это ответственность. Вот, наверное, неответственность — это как раз-таки поменять эксперта. Давайте там, что-то не тут не так, давай пойдем к другому новому, там, да, а не анализировать, что здесь было не так. И даже не то, что не так, а что улучшить. То есть здесь нужно разрешить себе рассматривать, что это не результат для того, чтобы ты потом выросла. Нет, это тоже крутой результат. 1 000 000 – это тоже крутой результат. Да, 10 – это тоже крутой результат. То есть, когда это никогда просто не закончится, понимаешь? Поэтому нужно сейчас лучше это принять и каждый раз отслеживать, отлавливать вот эту мысль. И потом, ну вот, когда я сделала запуск на 18 миллионов, цель была 30. И когда я сделала 18, первая мысль была, типа, блядь, не 30. И я недовольна собой. Потом я такая сама себе, камон, Юля, 18 – это не 9. Это в 2 раза больше. Ты молодец. Ты красотка, да, то есть ты все сделала правильно. Да, ты заболела, у тебя пропал голос, ты там то-то могла лучше. Ну как бы в следующий раз сделаем лучше. То есть уметь хвалить себя. И это навык, и это нужно вырабатывать в себе, да. То есть не обесценивать. Вот этой... гнобить себя, ну, как бы может каждый, а вот как раз-таки хвалить и расти за счет этого нет. Это первое. Дальше мы идем про стресс. И вот зарабатывать можно из состояния ну, обычно от говна какого-нибудь, да, которое у нас там долги и так далее. И это как раз состояние, когда невозможно не сделать чаще всего. А кто-то зарабатывает деньги из состояния к мечте, к цели, которую мы ставим, да, мы ее там декомпозируем и идем к ней. И вот перейти из одной модели в другую, это очень сложно. И это долго. И вот тут момент того, что можно это делать как бы искусственно немножко, да, потому что вызов, он действительно
помогает расти. Но делать это не через то, что как бы давай кредитов еще наберем, да, как бы и там войдем, а в то, что, например, ты купила квартиру и потратила, это капитал, если что, у тебя есть деньги, да, но ты снова немножко голодная и хочешь как бы опять зарабатывать. Но если ты будешь все время двигаться только по этой модели, то к цели, которая у нас есть ребенок в следующем году, как бы мы не придем, да. Соответственно, все-таки нужно формировать и подушку, и анализировать. Я это делаю через работу там с коучем либо психоаналитиком, как я могу идти к целям по-новому, потому что по-новому мы не знаем, как мы привыкли из состояния жопы действовать, да, как бы горящей, вот. И как делать так? Можно же и откладывать деньги и создавать себе горящую жопу, просто ты не трогаешь свою подушку, да, и создаешь себе вот эту стабильность, о которой ты говорила, вот. И вообще стабильность это слово, которое, я считаю, нужно вообще забыть, потому что стабильности нет. То есть стабильность деньги в банке завтра может не стать банков и не будет стабильности. Стабильность ты накупил недвижки, потом туда ракета прилетела, не знаю, недвижки нет. И как бы и если нет вот этого внутреннего стержня, то можно как раз себя опять потерять и не собраться снова. Поэтому стабильность, она в тебе. Как бы в том, что у тебя есть голова, и ты, что бы ни случилось, можешь снова сделать результат. Если даже ты делала 100 миллионов и вообще все потеряла, ты можешь, не знаю, переехать в новую страну, новый город и сделать с нуля, и заработать первые 500, и это будет крутой результат, порадоваться ему, да, и так далее. И стабильность, она внутри. А стабильность не внешними факторами создается. Можно на подушке иметь 10 миллионов и не иметь стабильности внутри. Я сейчас, мне на 100% откликается все то, что ты говоришь про стабильность, про обучение, там, про то, что самое главное, что у тебя в голове. Если бы год назад мне сказали: Кать, вот даже за последние деньги, даже из минуса своих денег в кредит, в рассрочку займи, хоть что-нибудь сделай, иди учись, вы что, куда? Главное, что вот у меня, чтоб на карте пусть вот лежат, а у меня пока нет денег, я накоплю. Это такой бред, вообще просто. Это бред. Я даже понимаю, что вот сейчас, зайдя в новое обучение, после того, когда я отучилась у тебя, я зашла еще в одно обучение, чтобы прокачать продюсерские скиллы, да, свои. Я понимаю, что часть того, что я сейчас изучаю, прохожу, я уже знаю, да, то есть и там что-то не новое для меня и так далее. Но сама ценность в том, что я нахожусь в том окружении, где у тебя уровень энергии становится больше. И кто-то идет в обучение за знаниями, кто-то идет в обучение за энергией, кто-то идет в обучение за счет того, что ты находишься в мощнейшем окружении, да, то есть рост, он просто неизбежен. Угу. Вот. А кто-то идет за всем этим вместе взятым, да, из-за этого и получается рост, когда у тебя есть и наставник, и сильное окружение. И когда я, на одном из разборов еще в рамках обучения, ты мне сказала то, что вот там продюсер, я говорю, окей, буду я знать, так где мне людей взять, я же еще неопытная, у меня, вот только знания и все, то есть где? Тут я делаю первый запуск, и у меня просто шквал сообщений в директе, да, то есть в Телеграме мне пишут девчонки. Это когда я тебя отметила как кейс, да? Да, скорее всего, потому что я просыпаюсь, у меня, просто масса сообщений висит, я думаю, что случилось, где я накосячила, за что такое наказание? Все хотят, чтобы я стала их продюсером, да? Да, то есть, и где в этот момент вроде бы и радость, да, то есть ты думаешь, нифига себе, да, то есть люди доверяют, даже если у тебя один кейс. То есть это работает. Главное, какой, главное, то есть экспертность. Вот. И второй момент, появилась, наоборот, больше ответственности. То есть если люди к тебе обращаются, они хотят от тебя результата. Это опять вот про мою... Вот. Мы говорим много раз про ответственность, да? Вот, про мою ответственность. То есть, если люди обращаются, они хотят от меня результата, а вдруг я не смогу, а вдруг у меня не получится, они надеются, я как-то облажаюсь. И поэтому вот как раз-таки из состояния да, то есть, когда морковка сзади, хочется уже это просто изучить до такой степени, чтобы просто не получилось не сделать результат. И здесь очень важно возвращать в том числе и людям их ответственность. Потому что, например, в браке
в семье 2 человека, да, и от обоих зависит, какая будет семья. В партнерстве для меня, например, было выбрать партнера, это, не знаю, похлеще, чем выбрать мужа. То есть это сверхответственность. Это человек, который должен мне импонировать и по ценностям, и по экспертности мы должны там сходиться, да, и так далее. Это очень важно. Потому что если хотя бы одно звено страдает, не будет нужного результата. И вот здесь важно возвращать, вот ты сказала, они ждут от меня результат. Это, опять же, это когда мы находимся в определенной степени неосознанности и ищем волшебного человека, который придет и заработает нам денег. Но наш бизнес должен быть в первую очередь нужен нам. И когда, например, мы ищем продюсера, нужно тоже знать вообще внутрянку, что там как бы происходит, для того, чтобы продюсер нам там лапши на уши тоже не навешал. А ты как продюсер должна понимать, что эксперт тоже должен быть вовлечен. Потому что если он думает, что ты должна сделать ему результат, то вот тут на этапе переговоров большие вопросики, стоит ли с этим экспертом начинать работать. Потому что эксперт должен понимать, что это и его вовлеченность, и твоя вовлеченность. И если он, возможно, не захочет снимать сторис, потому что он не в ресурсе или он ведет мастер-классы, то это может быть минус 500 тысяч в кассе. А ты хочешь эту всю ответственность забрать на себя. Понимаешь? То есть вот этот момент, над ним нужно подумать, поработать там с психологом, возможно, там, не знаю, в наставничестве, еще где-то, но это точно вопрос, который нужно вынести и постоянно себе задавать, да? Давай теперь к инструментам, да, то есть какой доход мы хотим? Мы говорим про доход или про цифры в запуске? Давай цифры в запуске, а туда мы будем понимать, какой будет доход. Ну, 5 чистыми. 5 чистыми в месяц или с запуска? Запуском. Чистыми твои? Нет. Короче, 5 у нас, ну, то есть, образно говоря, хорошо, запуск на 5 миллионов. Так. Запуск на 5 миллионов. Какой чек продукта? Я сейчас просто задумалась, потому что думаю, какого эксперта сейчас разобрать. У меня 2 эксперта. Да, в принципе, не важно. Давай разберем одного. 250. По этой аналогии Средний можно... 250. 250 тысяч. То есть, чтобы у нас было 5 миллионов, у нас сколько должно быть? 4... 20 продаж. 20 продаж. Вот смотрите, сейчас вопрос всем, и зрителям в том числе, и, девочки, вам. Когда мы смотрим на 5 миллионов, кажется много, да? Когда мы смотрим там чек 250 тысяч, когда мы смотрим 20 продаж, мозгу становится понятно, что это всего лишь 20 продаж, что это на самом деле не так уж и много. И найти 20 человек, заинтересованных в твоем продукте, ну как бы легко. То есть это декомпозиция. Первый момент, что мы всегда декомпозируем нашу сумму, и нам становится понятно, что делать. Дальше мы считаем уже там воронку, да. То есть если у нас должно быть 20 продаж, если, например, там через консультации продает эксперт, то это должно быть, сколько у вас была конверсия? 50% или выше? У вас выше была, по-моему, даже, да? Сейчас тоже немножко шок будет. В первом запуске эксперт не продавал. В первом запуске продавала полностью я. Прикидывайся. Прикидывайся эксперт. Я помню эту фразу. Я сказала, что я Катя, они подумали, что другая, но я не стала их переубеждать. И я уверена, что это повысило конверсию процентов на 30 сразу. Сейчас расскажу эту историю. Получается то, что эксперт тоже Катя, и так получилось, что у меня все эксперты Катя. Я скоро, когда заведу свою страничку, напишу, что... Продюсирую Кать. Продюсирую чисто Кать, больше никого не беру. Вот. И получается то, что там немножко такое... Эксперт был в положении, там много дел, короче, такой сложный запуск был. И продавать приходилось полностью мне. Но я понимала, что экспертные продажи, они с большей конверсией делаются, там выше доверия и так далее. И я разговариваю вроде все аргументы, и весь вот этот мой опыт в продажах, ну, то есть, когда у меня конверсия, ну, минимум 60%, то есть я очень хорошо продаю. И люди такие подумают, думаю, да, блядь, ну, что не так? А когда я поняла, что я представляю, что, здравствуйте, я из команды Екатерины, и
Может быть, это влияет, думаю, да, чуть-чуть подкручу. И говорю то, что здравствуйте, Екатерина. И я не успеваю даже сказать, что я из команды. Мне говорят, ой, здравствуйте, Екатерина, мы с вами там на каком-то чемпионате встречались. А я понимаю, что я никогда в жизни на никаких чемпионатах вообще даже не была. Не то, что участвовала, я даже не была на них. И я такая, ну окей, пусть будет так. Я такая, да, конечно, помню. Вот. И хоп, первая продажа. Просто я такая, ну ладно, ну как бы, это я не обманываю, я чуть-чуть не договорила. Но Екатерина, что надо? Вот, Так, и какая была конверсия? То есть сколько из скольких закрывались продажи? Получается то, что в анкете у нас было вот с первых разборов 20, и 9 продаж у нас было. То есть это вот с первых 29 разборов. продаж, это Ну, почти 50%, 45%. Давай посчитаем, например, 40%. Это значит, где-то 50 человек должны быть на консультации, да? 50 человек должны созвоном быть, 50 заявок. Дальше мы считаем, смотрим на конверсии примерно, да, и чтобы было 50, значит, там, например, 250 должно прийти там на вебинары, например, да, нужно посмотреть цифры, которые были. Дальше мы будем считать, например, если конверсию, можно считать 3 декомпозиции, например, одну, ну, как бы, если все будет не очень, потом средний вариант и супер классный, если у нас будут там сверхвысокие конверсии, все получится как надо, да. И как бы понимать, что запуск может там по 3 путям примерно пойти. 250 человек там на вебы, и дальше мы оцениваем свою базу или оцениваем, сколько, если у нас типа 0 подписчиков, сколько нам нужно денег вложить в рекламу для того, чтобы 250 человек собрать и понять, что они будут не такие горячие, и вот здесь конверсия тогда будет меньше, и нам нужно там типа 70 человек, да, тогда здесь должно быть там 350, например, или там 450, если мы будем с холодной аудиторией работать, которая первый раз в жизни нас увидела, например, да. И что это? Мы считаем там 450 регистраций, если у нас там, не знаю, 500 рублей регистрация, 5,5, 25, это 2,5 миллиона на рекламу, скорее всего, да, если я правильно посчитала. Вот. И понятно тогда, что вот 2,5 миллиона вложили, на 5 сделали, да. И следующий раз. И внимание. И вот это сейчас супер важно и супер ценно. Это подходит ко всем экспертам. Обращаюсь сейчас ко всем зрителям, мастера, там, эксперты, психологи, нумерологи и так далее. Когда вы запускаете, очень часто бывает такое. Сегодня я буду запускать тренерские курсы. Для тех, кто зарабатывает 100 и хочет запустить свои базы. Прошло 2 месяца. Я хочу запускать уже курсы по тому, как выходить в онлайн. Прошло 2 месяца. Я хочу запускать по процедурам теперь, вот как брови. И вот это очень плохая стратегия, потому что приходится все с нуля упаковывать, изучать аудиторию и так далее и тому подобное. И в итоге как бы денег везде по чуть-чуть. А когда мы бьем в одну точку, и вот мы вложили, представим, что мы вложили 2,5 миллиона, кто-то 250 тысяч, кто-то 25, блядь, кто-то 2 500, потому что мастер, который зарабатывает 30 тысяч рублей, ни разу не вкладывал деньги в рекламу, вложите 2,5, да, и каждый свою цифру. И вот представим, что мы вложили 2,5 миллиона в рекламу, а сделали запуск на 5. Но есть те, которые грелись, но не купили, и они купят следующий поток. И поэтому даже если вы не вложите денег в следующий раз в трафик, вы уже можете сделать опять на 3-5 миллионов запуск. А если вы снова вложите 20%, да, если вы снова вложите 20%, то, соответственно, у вас это будет потом как снежный ком, когда вы занимаетесь одним и позиционируетесь об одном. Да, и когда ты работаешь с одним экспертом, и вы постоянно вкладываете деньги в трафик, да, а не выжимаем эти наши 30 подписчиков, и уже там 8-й запуск на них делаем и говорим, у нас почему-то не 3 миллиона, а 300 тысяч запуск получился, да, потому что как бы мы не вкладываем деньги в рекламу, а не потому, что я какая-то не такая и со мной что-то не так. И вот очень важно отделять как бы незнание инструментов и непонимание, что конкретно мне сделать сейчас, от того, что, наверное, я хреновый продюсер, я что-то сделала не так. Да, ты что-то сделал не так, но как бы с тобой все в порядке, можно ошибаться. Чем больше ошибаемся, тем больше я ошибаюсь столько раз, что как бы иногда вот даже на последнем запуске 500 тысяч в рекламу вложила
мягко скажем, невыгодно. Да, как бы мне пришли мамочки 2 ангелочков, подписались по 2500 за штуку, вот, которых мы вручную отписывали, потому что мне такие подписчики даже не нужны, они мне конверсии портят просмотров. Вот, и конечно, возможно, когда-то эта мамочка купит у меня какой-то курс, и я куплю всю эту рекламу сполна, но я даже в этот раз задала себе вопрос, зачем, блядь, мне этот опыт? Зачем? Я уже все попробовала. Мне кажется, в бизнесе все, где могло не получаться, я все собрала. Зачем еще это? Я думаю, ну ладно, чтобы я могла рассказать своим студентам, как не надо делать, да, как правильно закупать рекламу, как выбирать, там, да, как закупщика выбрать, закупщиков добавили, да, там, и так далее. Вот. И мысль всего повествования от того, что мы должны анализировать вот здесь циферки, как бы, а не вот тут. Но часто вот это блокирует нам вот это. Потому что мы начинаем копаться, что мы здесь недостаточные какие-то, ой, что-то, а может быть не тот эксперт, а может быть я какая-то не такая, а может. И в итоге как бы у нас вот здесь 2 миллиона вместо 5. Вот. Поэтому оно одно без другого не работает. Вот у нас будет 23-24 сентября. Мы делаем тренинг с психологом, у которого личная работа стоит 1 000 000, именно для того, чтобы там будет прям такое шоу-тренинг с актерами, как иммерсивное шоу. И там будет отыгрываться моя история жизненная, короче. Чтобы каждый мог себя узнать на разном этапе и понять, какой конкретно затык, какой страх, какое там убеждение у меня есть, которое меня ограничивает дальше расти. Потому что я долго сидела на доходе в 1 000 000, очень долго. И я уже думаю, да... Я уже такая умная, просто пипец, блин. Я уже прошла на 15 миллионов курсов. Почему до сих пор у меня 1 000 000? Так хочется, блядь. Почему, блядь, у меня до сих пор 1 000 000? Да, и я сама себе говорю, что ты, блядь, такая бедная, такая умная, да? А оказывается, это было в голове. Поэтому одно без другого не работает. И иногда ты узнаешь новый инструмент, а как бы в итоге ничего не меняется. И ты даже его внедряешь, и ничего не меняется. Потому что где-то нужно себе разрешить, что я достойна как бы уже 5 миллионов, 10 миллионов и так далее. Давай, наверное, обратную связь, что для себя забираешь, и пойдем дальше. Потому что я, конечно, могла бы еще поразбирать. Вот. Что для себя забираю? То, что ответственность чуть снизить, Разделить. Да, разрешить себе ошибаться и понять, что, точнее, не то, что снизить ответственность, сделать ответственности на 50% наравне с экспертом, да, то есть понять, что это не мой запуск, это совместный запуск наравне с экспертом. И, кстати, сейчас чуть-чуть это срежу себе конверсию к тем, кто ко мне обращается по поводу продюсирования, потому что я уже отказываю, хотя я сама не верю в это, потому что расписано полностью все в запуске. Кто хочет со мной работать и не проходил обучение у Евенко, мимо. Просто это... Уже был такой опыт, да? Но у меня сейчас идет такой опыт, и есть с чем сравнить. То есть, если первый эксперт, мы с ней вместе проходили у тебя обучение, и с полуслова друг друга понимаем. Ну, то есть, там, муж слушает, пока я там созваниваюсь по зуму, и я такая, БВХ, он, типа, на каком языке ты сейчас говоришь? Вот, по-русски говори. И у нас все вот вровень, я такая, скинь мне боли, тоже, знаешь, такие косые взгляды со стороны, скинь мне боли. И все быстренько это делалось и объяснялось. То сейчас, если в аналогию проводить существующий запуск, и когда я говорю, то помимо действий еще приходится объяснять. Ну, то есть почему, для чего и как. И очень много энергии уходит на преодоление сопротивления какого-то. Да, я понимаю, о чем ты говоришь. И очень много еще у мастеров, особенно бьюти-индустрии, как бы это не было бы неприятно, очень часто эго. Эго и большая корона. И я вам скажу, что каждый раз, когда я выходила на новый уровень дохода, мне приходилось снимать свою прекрасную корону, класть ее куда-то на стульчик и идти учиться даже у тех, кто меньше меня зарабатывает, но они в чем-то экспертнее, чем я. И как только вот это эго появлялось опять такое, типа я все знаю,
мне не надо ничего рассказывать, а что я пойду там у нее учиться и так далее. Я стопорилась в доходе. То есть это, безусловно, точно работает. И вот даже к продолжению о том, о чем ты говоришь, я считаю, что если человек хочет выйти в онлайн, он должен сделать один запуск сам. И тогда он должен будет понимать, он может дальше самостоятельно развиваться, или он будет с продюсером, но он будет понимать, что выполняет продюсер, как это сложно, то, что выполняет продюсер, да, и так далее. Будет коннект более четкий. И у нас есть такая классная задумка с моим партнером, с Женей. Он обучает сейчас продюсеров, да, я обучаю экспертов, которые себя продюсируют, да, либо заходят вместе с продюсером, либо вот как Катя в тебе сразу увидела продюсера, сказала, давай, мы тебя в итоге продали и как эксперта, и как продюсера. То есть ты во всех ролях побывала. И я хочу девчонок, которые у меня выпускаются, которые уже сделали там 1-2 запуска самостоятельно, если они хотят продюсера, знакомить их, ну типа такой Тиндер, женить эксперта с продюсером, чтобы они росли дальше, развивались вместе, да, там со мной в каких-то запусках на випке или без меня, но для того, чтобы тогда это будет плодородное партнерство, когда все понимают, о чем речь, а не когда приходится половину запуска тратить на то, чтобы объяснять. И это тоже ответ на вопрос, какого мне взять эксперта. Вот да. Да, то есть я же говорю, партнерство это очень важно. И очень важно не ошибиться с выбором, потому что иногда лучше в процессе, в середине запуска сказать, слушай, наверное, нам лучше не работать, знаешь, там, доделать свои какие-то обязательства, чем там тянуть умершую лошадь, образно говоря, да, на себе. И это тоже опыт. Мне понравилась твоя фраза про корону, то, что чуть это сбавить корону. В один момент она была у меня, когда я была руководителем в студии, и я думала, что я знаю все. Я знаю все в продажах, я знаю все в операционке, вообще все, что угодно могу сделать. Могу даже трубу починить в студии. Вот, были. И в этот момент жизнь нам показывает. Да, а потом я захожу к тебе в обучение, и я понимаю, и мне, кстати, это понравилось, что я была самая тупая в этой комнате. Ну, то есть девочки делают от миллиона, они говорят какими-то цифрами, которые я вообще даже представить себе не могу, как это выглядит наличкой. Ну, то есть, и я не понимала. И я слушаю разборы девчонок, я тут себе что-то записала. У меня разборы, когда общие проходили, у меня уже тетрадка была исписана. Я с одного разбора запишу себе там несколько фраз, с одного разбора я имею в виду не своего. Да, угу. То есть я там запишу фразу, тут запишу фразу, тут запишу фразу. И такая уже дошла до своего разбора, и такая, я поняла, Юлия, типа, ну все понятно, там вот, ну, пару вопросов вот есть. И потом это можно просто как книгу, вот как мантры какие-то перечитывать, вот эти инсайты, которые ты выносишь оттуда. Это действительно очень ценно. Я вообще в жизни обратила внимание на то, что как только ты считаешь, что ты выиграл эту жизнь, ты все знаешь, то жизнь покажет тебе, что это не так. Вот, поэтому всегда можно находиться в позиции ученика, как бы это нормально. Да. И когда продавали курсы вот как раз такие эксперты, когда я слышала, да я все знаю, мне так хотелось смеяться, сказать, что ты, блядь, знаешь, ну не знаешь ты вообще того, что там будет, ну не можно все, невозможно все знать. И поэтому я поняла, хотя я к этому вот пришла только полгода назад, что инвестиция в свое обучение — это самая лучшая инвестиция. Ну, то есть в любое обучение. Спасибо. Вот. Ну что, погнали дальше? Да. Катя, что могу сказать? Есть момент того, где немножко не верит в себя, и это может отвлекать и мешать от результата. Но очень крутая есть у нее крутое качество — это открыться новому и просто говорить, например, что делает наставник. И это ее просто как пулей, скажем так, ведет к результату быстро. Очень нужно либо поработать с психологом, либо с коучем по поводу разделения ответственности, научиться разделять, а где заканчивается моя ответственность, начинается ответственность другого человека. Потому что стратегия, чтобы забирать всю ответственность на себя, она как бы не выигрышная, из-за этого можно и расстраиваться, не достигать результатов, и при этом быть постоянно уставшим,
стрессом, потому что нести на себе чужую ответственность. А как известно, когда мы берем чужую ответственность на себя, свою мы где-то сливаем как раз-таки. Это может быть за личную жизнь там, или еще что-то. Вот, поэтому у Кати реально есть классный такой исходный материал, чтобы стартовать, но с вот этой самоценностью, с верой в себя нужно прям этому уделять внимание, с этим поработать. Многие мастера, которые запускают свои базовые обучения, либо уже обучают, не знают вообще, что есть готовые стартовые наборы, в которых уже заложена скидка, и вам их дешевле купить. И получается, что не заказывают там Wildberries и так далее. Поэтому, например, если вы работаете на пигментах Hanafi, вы можете написать представителям и запросить, какие условия покупки конкретно стартовых наборов, чтобы для вас это было выгоднее, дешевле, выгоднее для ваших студентов и непосредственно, чтобы вы могли на этом зарабатывать. Поэтому ссылки все есть в описании под этим видео. Пишите, запрашивайте, зарабатывайте, и да пребудет с вами продающая сила. Ну что, мы переходим к разбору второй нашей участницы и поехали. Всем привет! Еще раз, меня зовут Ильчук Кристина. Я мастер-тренер по перманентному макияжу уже практически почти 9 лет. Также я создатель своего бренда неодимого лазера «Молекула Лазер». Я переехала в Москву с Владивостока 4 месяца назад. Огонь. И сейчас я немножко потерялась в том плане, что я не понимаю, что именно я хочу, но я знаю, что я хочу в онлайн. За последние полгода на обучение, на наставничество, на как запускать запуски, я потратила в районе 1 миллиона. И сейчас я делаю свой курс, но я вот не могу как будто. Я каждый раз прокрастинирую. Я там лучше, не знаю, отдохнуть куда-нибудь полечу. То есть вот так вот у меня, я прям чувствую, что мне либо нужен человек какой-то, либо продюсер, либо я... как-то команда нужна, то есть я все держу сама в контроле. Я потихонечку, я его уже практически дописала, у меня все готово, мне нужно вот выходить, но я считаю, что сейчас, чуть-чуть попозже. Хотя чего ждешь? Что должно произойти, чтобы ты запустила его? Я когда во Владивостоке жила последние 5 лет, я очень много работала. И сейчас, прилетев в Москву, я разрешила себе вот эти 4 месяца отдохнуть. То есть все, я полетела там в женский тур в Турцию, в Стамбул. Там. Можно сказать, что для тебя больше денег — это больше работать? Да, я так и считаю. Я не скажу, что у меня сейчас вообще нет какого-то дохода. У меня есть, просто он такой для меня очень средний, как бы маленький. Я привыкла зарабатывать немножко другие деньги, но работая сама руками. То есть это клиенты. Я недавно летала во Владивосток на 5 дней. Я приняла клиентов с утра до вечера, 2 дня, я там заработала свои 200 тысяч, и прекрасно, но мне было прям плохо. Я устала работать руками. У меня столько знаний вот в этой черепушке, что я готова ими делиться. Но я сама немножко не понимаю технически, как воронки выстроить правильно. Я это вроде как бы знаю, но одна мне тяжело. Вот. И мой запрос — это сделать свой первый такой масштабный запуск в онлайне. Я делала уже первый свой запуск такой небольшой, там на 500 000, а сейчас я хочу 1 000 000. А сколько денег вкладываешь в рекламу вообще? Вот откуда у тебя аудитория? Не вкладываю. Сколько подписчиков? Подожди, я вложила, получается, я сняла подкаст, из него сейчас нарезаю рилсики, выкладываю их вообще на лайте. Каждый день на меня подписываются мастера, я это вижу немного, может там 3-5 мастеров в день, подписчиков у меня почти там 9 000. Вот. У меня вообще было... 3-5 мастеров в день — это с Reels? Да.
Это шикарный результат, я тебя поздравляю. Да? У тебя приходят бесплатно подписчики. Да, но я сейчас не веду особо сторис, и я их как бы не удерживаю. Я вижу как и подписки, так и отписки. Ну что им у меня делать? Единственное, я создала там телеграм-канал и делюсь там иногда какими-то тоже всякими фишками, подкастами записываю. Плюс я сейчас делаю всякие гайды бесплатные, их оформляю и выкладываю туда просто бесплатно. Но вот эти истории на рилсиках там «Привет, подпишись, напиши слово, заберегай», такие практически очень мало кто заходит. А в основном, вот когда я в сторис выкладываю ссылку, тогда да, в канал. То есть у меня есть канал небольшой, но там всего 200 человек у меня. Плюс я выкладываю рилсы. У меня порядка еще 30 где-то рилсов и достаточно интересных. Но не знаю, я когда себя слушаю, мне нравится. С этого подкаста, который мы снимали, вот на подкаст в среднем я потратила, у меня был, и я наняла продюсера достаточно известного у нас в мире перманента, она мне помогла просто грамотно это упаковать всё. Потом съемки и так далее, ну где-то тысяч, наверное, 400. Стилиста нанимала, чтобы она мне вот лук, ну в районе, то есть если, грубо говоря, на рекламу, ну 400 тысяч получается. Вот. Но такой какой-то трафик где-то я не закупаю. Я только сейчас начала вот у мастеров, у девчонок интересоваться, чтобы сделать рекламу на свои лазеры. Вот. Потому что с лазеров у меня очень хороший доход, и я ничего там особо не делаю. Давай так. Потому что у меня два направления. У меня есть лазеры, которые я понимаю, что если я сейчас начну их развивать, страницу, если я вот так сяду, начну там что-то говорить, открою мастерам перманента глаза вообще на лазер, что это вообще легко очень. Я не понимаю, как у мастера перманента нет лазера. Это упущенная выгода очень большая с каждого человека. И у меня есть то, что я давно мечтаю сделать запуск в онлайн именно курс вот этот свой. Что делать надо? Что делать-то? А делаешь, вот что самое интересное, а делаешь конкретно ты что сейчас ежедневно? Ежедневно я отдыхаю, хожу на йогу. Как хорошо! И выкладываю те рилсики, которые у меня уже как бы готовы. Радуюсь, что подписываются люди, ну и все. А доход с чего у тебя сейчас? У меня сейчас доход с аренда недвижки, которая у меня есть во Владивостоке, лазеры. Я продаю по сарафанному радио. И у меня работает мастер моя в студии во Владивостоке. Там небольшой доход, но я ей вообще не делаю рекламу. Ну, то есть вообще. То есть это всё... Когда ты уехала оттуда, в студии остался работать один мастер. Да. И она вот тебе сейчас приносит плюс-минус? Ну, где-то 1000, может, там 50-60, вот так. Вообще без рекламы. А ты там обучала, когда там была? Да. Да, плюс я вот сдаю свою студию, у меня там своя собственная студия. А там откуда были клиенты? Ну, меня много кто там знает. Уже в основном это и сарафан, но плюс я достаточно активно сторисы вела. Вот. Ну и вообще у нас город небольшой, ну, считается, да, там сколько у нас по статистике, там 800 тысяч, ну, там, допустим, миллионник. Хороший город. Я была в вашем городе, кстати. Вот. И уже много все равно. Кто знает, в основном, да, это сарафан и так далее. Я давно не трачу деньги на рекламу, на трафик именно. Когда я прилетела в Москву, буквально через 2 недели я начала работать с блогерами, девчонками, у кого 50 тысяч, 250, там 500 тысяч подписчиков. Так. То есть я им делаю в основном сейчас перманент губ, и они меня вот так вот рекомендуют. Вот недавно у нас нет никаких договоренностей, она опять меня отметила, мне опять на человек 20 пришло. Новая страничка у меня буквально там за месяца 2, у меня там где-то 350 уже именно клиентов из Москвы. Но доход небольшой, потому что я то там, то сям. Почему новую страницу завела? Слушай, я решила, вот, во-первых, протестить. Я же тоже как наставник, я думаю, я чему там людей? То есть у меня тоже есть, вот, как у Кати, вот этот. То есть я на своем примере. Сейчас я думаю, не надо было делать новую страницу, надо было все-таки этих людей, блогеров, гнать на свою страницу. Вот. И вот хотелось как бы посмотреть, а что я могу. Вообще нормально. Многих пугало то, что маленький блог, с каких-то блогеров много подписок. Там на той странице твоей основной сколько подписчиков? Ну, там в районе 9 тысяч. 9 тысяч. А теперь вопрос. Вообще у меня было 20. Но я всех почистила. То есть я прям сделала чистку. Я оставила где-то там 8,5 прям живых людей. Вот так вот. Теперь вопрос. Первый запуск, который ты делала, да, у тебя там было 4 человека, да?
4 человека. 4 человека. Вот это кто был? Откуда были эти люди? Это в основном, получается, было 2 мои ученицы, которые у меня проходили какие-то мастер-классы. И одна девочка, это была я в Астрахани на конференции с Питером, выступала с этой темой. Я, кстати, тогда тоже сделала очень крутую декомпозицию. И после выступления, то есть пошли заявки в директ вот на разбор, разберите. Вот одна девочка у меня там практически сразу купила. Так, и еще одна тоже моя ученица, базовичок. была, вот. И они все стали кейсами, то есть сделали результаты. Да, ну то есть они сейчас обучают. Да, все, супер. Теперь вопрос давай. О чем ты мечтаешь? Материально? Вообще, неважно. Ну, Жизнь мечты твоя через 3 года. Утро через 3 года. Вот что, чем ты занимаешься? Откуда деньги? Там вообще есть вот это все лазеры или нет? Вот твой кайф, вот чтобы это были деньги, но не через больше денег больше работать, а вот в принципе, как бы тебе хотелось? Вот если говорить именно о мечте, то я мечтаю посетить как можно больше стран. Я уже была в больше, наверное, чем 15 стран. То есть я прям живу путешествием, в принципе, работаю для того, чтобы посещать больше стран. Меня как там родители в 10 лет отвезли первый раз в Египет. Все, меня вот еще тогда башню сорвало. То есть я не буду покупать себе брендовую сумку, еще что такое. Я куда-нибудь полечу. Вот. Но если говорить о нематериальной мечте, то есть я мечтаю смотреть мир, но при этом быть полезной людям. То есть мне нравится перманентный макияж, мне нравится там и лазеры, и все. То есть мне нравится помогать. Мне даже вчера моя ученица пишет, еще она мне 100 лет назад, честно, говорит: Кристин, вот я пишу тебе, потому что я знаю, что ты мне ответишь нормально, что ты меня не пошлешь, хотя вопрос, возможно, будет там глупый, но у меня вот случилась такая ситуация, что мне делать? И она говорит: я вот знаю, что тебе можно всегда написать. Вот. Я как бы, ну, мы все хотим признания, и я не исключение. Вот. Что для тебя максимальное признание? Ну, когда мне будут писать: Кристина, подскажи это, подскажи то, помоги. А тебе уже пишут? Ну, больше. Да, я хочу больше. Ну, чтобы, да, как бы, не знаю, вот как будто вот помогать, но при этом, чтобы я из этой деньги получала. То есть, как бы вот так. Хорошая пометка. Потому что иногда люди хотят быть нужными, и за счет этого они помогают бесплатно, и помогают вплоть до того, что в ущерб себе даже, да, и так далее. Такое тоже встречается. Не, я в ущерб себе ничего не делаю. Если кто-то себя узнал, можно писать в комментариях тоже, да, эти моменты. Можете написать мне в директ, потому что тоже там и на тренинге мы это будем разбирать, потому что это то, что нас, опять же, тормозит. Там, как поднять цену? Поднять ее, блин. Просто ее поднять. И казалось бы, так просто и так сложно, да? Окей, супер. Признание, смотреть мир, что еще? Ну, из таких материальных я хочу квартиру себе купить в Москве, вот, я хочу машину себе купить, которую я хочу, то есть она там стоит сейчас, ту, которую я хочу, в 2 раза дороже, чем та, которая у меня сейчас есть, там в районе 5. А давай прошло, не знаю, прошло 3 года, ты все это купила уже. Что еще ты хочешь? Ну все, я хочу путешествовать по миру, но при этом вести онлайн-проекты, то есть быть полезной, помогать. И у меня есть такая фишка, многие, кто вот со мной заходит, как можно говорить, в мое поле, когда начинают с ними разговаривать, говорит: Кристин, ты иногда что-то говоришь одно, а я это просто говорю вот из потока. Я, в принципе, люблю вот это поболтать. И, говорит, у меня вот так вот, и, говорит, и я потом просто что-то понимаю. То есть у меня есть вот это, я знаю свою силу, люди меня слушают, когда я говорю, но я не всегда говорю. То есть я говорю только, если мне комфортно. Мне было тяжело снимать вот этот подкаст. Я говорю, я пришла на него, мне казалось, что я толстая, что я некрасивая, что еще что-то. Алена мне говорит: ты куку, что ли? Ну, ты реально... Вот. И сейчас как бы уже проще. Вообще проявляться всегда тяжело. Вот. Ну, нормально. Но богатые и бедные люди отличаются друг от друга чем? Что одни боятся и не делают,
а другие боятся, но делают. Я много Только в жизни этим. именно Мгм. рисковала и деньгами. У меня там и по франшизе был бизнес. Мгм. И первую студию, когда я открывала большой обучающий центр в Владивостоке, я продавала свою машину, чтобы открыть и сделать ремонт в чужом помещении Мгм. на Мгм. свои деньги. То есть я как бы умею рисковать, я знаю, что такое риск, но вот сейчас, когда ты приехал в другой город, огромный, мне очень нравится Москва, я здесь чувствую себя комфортно. Мгм. То есть это мой город, он меня заряжает. Вот я в Сочи прожила месяц, проснулся, море, поел, попил, ой, потусил, боже мой, когда работать-то будем? То есть в Москве я прям приезжаю, ну давайте что-то делать. Вот так вот. И сейчас я вот немножко как бы не то, что ты спрашиваешь меня, через 3 года что? Не знаю. Ну, квартира должна быть у меня уже, машина, все как бы в плане быта, как это называется, фундамент вот этих базовых потребностей должен быть Но закрыт. вот они закрыты. Вот представь, что все, прошло 3 года, 5, год, неважно за сколько, да, ты это закроешь, может, там, за год все это сделаешь. Мгм. Вот они закрыты уже. Базовые потребности закрыты. Квартира есть, машину поменяла, да, уже обучаешь, путешествуешь. Что дальше зажигает? Что из этого всего? Какие-то женские комьюнити. Комьюнити, возможно, я бы вообще у меня вообще было, недавно сестре говорила, я хочу создать, знаешь, какой-то комьюнити для женщин, кто подвергался там какому-то насилию, моральному, физическому, вот такое вот. Но это уже отдельная история. Это вот, знаешь, когда есть вопрос, Про представь, миссию. что у тебя очень много денег, да, чем ты будешь заниматься? Вот я бы вот туда бы ушла. Но так, да, какие-то вот комьюнити мастеров. Клубы, Супер. вот что-то. Вот я прям это говорю, меня аж трясет все в курсе. От Я того, почему что... так долго и много задаю вопросов, потому Мгм. что я хочу увидеть именно, где у тебя горят глаза. И когда ты говоришь про признание, что у тебя спрашивают, у тебя горят глаза. Мгм. Когда ты говоришь про лазеры, то это просто история, которая типа приносит деньги. А нам нужно желательно объединить это, да, чтобы это и заряжало, и приносило удовольствие, тогда как бы не будет вот этого вот сопротивления, типа, сейчас придется много работать там, да, и так далее, потому что сам процесс будет приносить удовольствие. Когда мы не просто терпим ради результата, а когда мы в процессе получаем удовольствие, а потом еще от результата получаем удовольствие. И в моменты, например, когда у меня запуски сложные, и мне тоже там физически было тяжело, там я много работала, я сразу задавала себе вопрос: так, стоп, как бы, а что я еще могу делегировать из того, что я сейчас делаю, чтобы как бы не умереть, да, как бы во время запуска. И делала это еще легче. И каждый мой следующий запуск, он получается легче предыдущего. Больше в деньгах, но при этом легче, потому что как бы постоянно проводишь тоже вот этот анализ. И вот давай так, следующий запуск, ты проговорила, что ты хочешь, чтобы он был масштабный, как бы назовем его первый, ну как бы фоном второй, да, такой микрозапуск был. Какую сумму ты хочешь сделать? Я хочу сделать 1 миллион чистыми. Мгм. Но я вот это говорю, я прям чувствую, что мне, если я сделаю все правильно, больше будет. Но я специально занижаю, чтобы потом, если что, не расстроиться. Ну, поняла? Да. Типа я сделаю там 1 миллион 100, и такая, ну я же 1 миллион хотела. А в чем ты еще бывает занижаешь себе в жизни? Занижаю. Ну, и в чем это проявляется? Ну, во внешности я иногда там где-то что-то постоянно вот к себе там что-то там, хотя, ну, объективно, но я... Люди говорят, что я окей, Люди а я говорят, как бы к но себе. я им не до конца верю. Я думаю, что, может, они что-то плохо видят там или так далее. Да, ну я с этим уже как бы практически проработала, уже признаю как бы в этом плане себя. Я уже себя так не критикую, не дрюкаю. У меня есть, короче, по поводу этого вот упражнения, у меня есть к вам предложение. Если все будут согласны, то мы с вами сделаем сейчас один небольшой эксперимент, в котором мы увидим, как часто мы себя недооцениваем или переоцениваем, или завышаем свои результаты, и в итоге их не достигаем, расстраиваемся, или иногда занижаем результаты, на самом деле можем больше, да, или мы адекватно оцениваем ситуацию, как бы вообще ровненько. Если вы готовы в нем поучаствовать, это активное упражнение, то давайте сделаем его. Да, давай, готова. Готовы. Итак, мы сейчас с вами будем прыгать. Вот сейчас цифру себе представили в голове, и потом, когда кто-то говорит, мы не подстраиваемся друг под друга, а говорим ту, которую мы как бы себе оценили, да, примерно. Вот, давай, Кать.
Подожди. Как ты думаешь, сколько раз ты прыгнешь за минуту? Вот так. Это если стараться или нет? Ну, стараться, блядь, конечно. Вот так же, как и запуск делать, если стараться или нет, как бы. Ну, я думаю, 30. Угу. 30. Чего? Так, этот комментарий потом. Раз 100. Сейчас упражнение 100. У меня сразу Да. 120. Так, В голову пришло. 120. И теперь, девочки, вы готовы? Да. Вы готовы? Мы начинаем прыгать. Я сейчас скажу на раз, два, три. Вы прыгаете и сами считаете, да. Вот. Себя только можно? Да, про себя считаем и прыгаем. Итак, Надо сисечки раз, после операции. Давай. два. Прыгать нельзя, да? Можно. Вот так, да. Так, и раз, два, три. А теперь прыгаем так, как сильно хотим заработать 1 000 000. А теперь прыгаем еще быстрее, насколько так быстро, как будто вы хотите 5 миллионов заработать. Прыгаем так быстро, как вы хотите 9 оргазмов. Прыгаем так быстро, как вы хотите капитал 10 миллионов. Прыгаем так быстро, как хотим, чтобы, не знаю, были мы здоровыми, здоровы наши родители, дети и так далее. И стоп. Так, сколько насчитали? 79. 80. 79, 80, 100. Она в кросс. Ну что, давайте поделимся при выполнении упражнений, какие были, может быть, уже мысли. Вот. И потом я дам обратную связь. Я уже начала понимать, что я себя недооценила. Ну, то есть, когда я уже посчитала 30 раз, а там прошло секунд 20, я поняла, что намного больше смогу сделать за эту минуту. Вот. И когда я оценивала себя по сравнению с другими участниками, я поняла, что все почему-то высоко прыгают, а я очень низко прыгаю. Ну, вот таким все. Угу. Я прыгала мелко, но больше. Когда ты начала говорить, а теперь представьте, что вы зарабатываете деньги, я начала прыгать выше. Нахера, ничего не поняла, ну ладно, я могла больше просто прыгнуть. И когда ты говорила что-то, вот получается, мне перебивал шум голоса, и я как будто меньше поняла, то есть я останавливалась. И мне кажется, где-то 10 прыжков точно мимо пролетели. Вот так. И когда ты говорила там про семью, а теперь представь там, что вот, чтоб семья, что все были здоровы, я просто вот, у меня уже ноги болят, задница болит, я начинала быстрее прыгать. Как будто вот если я не прыгаю, вот я должна сейчас прыгнуть. Вот так вот. Огонь. У меня прям до мурашек. Сейчас мы это еще переведем на язык бизнеса. Да. Я когда начала, я поняла то, что я могу больше прыгнуть, чем 120. Вот, потом ты начала говорить, что это прыгните там высоко. Я такая, окей, прыгаем выше, но я поняла, что уже медленнее все идет. Дальше ты просто говорила уже то, что прыгаем быстро, я уже в таком своем темпе, даже чуть быстрее. Но я была уверена, что я 120 даже больше сделаю, но такая это уже типа стоп. Причем, внимание, я не говорила прыгать высоко. Я поняла вот из их разговоров, что она не говорила прыгать высоко, хотя откуда я это взяла прыгать высоко? Вот. А вот сейчас мы об этом подумаем. Первое, да, давайте начнем с конца, про прыгать высоко. Это к тому, что это было в тот момент, вы стали прыгать высоко, когда я сказала 3 миллиона, да? То есть когда вы хотите заработать 1 000 000, 3 миллиона. То есть кажется, что это так типа высоко, что нужно выше, а как бы может быть просто быстрее чуть-чуть нужно туда идти, а не выше пытаться прыгать, да? Дальше. Интерпретация того, что шум. Обрати внимание, когда в жизни ты отвлекаешься на ненужный шум. Шум это может быть, опять же, какой-то хейт, какие-то отзывы, какое-то, что говорят люди, что подумают другие и так далее. И тебя это замедляет от твоей цели. И первое, что ты сказала, что я начала быстро прыгать, а потом, когда ты сказала, теперь представьте деньги, начала прыгать выше, потом шумы, и когда вот про семью,
я прям начала уже... То есть получается, что для тебя ценность семья, и если у тебя какие-то цели будут связаны, может быть, с поездкой с семьей, потому что твоя ценность путешествия пересечется с ценностью семьи, это может тебя мотивировать, опять же, к достижению каких-то результатов. Ну, это такие мои выводы, да. И опять же, про то, что когда заработать больше денег, нужно прыгать выше, а не обязательно прыгать выше. Можно просто, как Катя, маленькими шажочками к большой цели. Да? А к большой цели это не обязательно нужно типа сверх какие-то усилия сделать. Возможно, нужно их просто делать. А Катя еще, ты начала еще вокруг себя прыгать. Зачем? Сейчас не знаю. Ну так, посмотреть вообще, что там есть еще. Нет, а как будто ты там начала что-то говорить, а теперь представьте, что вы вот что-то проявляетесь или еще там что-то. И Катя начала вокруг прыгать. Мне так нравится, когда вы говорите то, чего я вообще не говорила. Каждый свое, проявляетесь, да, прыгайте выше. Это тоже, опять же, как мы бывает слышим, да, что там сказал наставник, например, или что кто-то сказал, и мы интерпретируем это через себя. Опять же, это там страх проявленности, в который мы идем, и, возможно, он там где-то фонит. Вот. Что я хочу вам показать? Мы смотрим на цифры, да, которые мы поставили и которые мы прыгнули. И теперь я покажу, сколько мы прыгали. Мы прыгали 39 секунд. Да, то есть это момент того, что в принципе, ты бы допрыгала, Диан, да, как раз-таки ту цель, которую ты поставила, даже, может быть, чуть больше. У тебя было бы 140, да? А, Кать, насколько мы себя оцениваем, то есть очевидно, что ты бы прыгнула бы 120 где-то, да, 130. А если бы еще бы там поднапряглись бы, то, может быть, без каблуков. Да, было бы еще быстрее. Ты сняла пиджак, вообще выкинула, думаю, мне ничего не мешало. А упражнение началось еще до его начала, да, а мне стараться, ну, то есть, как хотите, можно стараться. Только когда-то, я помню, на тренингах учили стараться на 10 из 10, сейчас, мне очень понравилась фраза на 6 из 10. И я этого придерживаюсь, потому что на 6 из 10 любая сфера – это окей. Да, и то есть, если ты выкладываешься на 6 из 10, потому что если ты выложишься на 10, то у тебя еще пострадает здоровье, муж с тобой разведется и так далее, то это тоже окей. Вот. Либо перераспределение сфер, да, то есть когда одна сфера сейчас там преобладает, и ты понимаешь, что сейчас, да, меньше будет времени, там, не знаю, семье, меньше времени там еще чему-то, но потом у меня запас закончится, и я, например, поеду в отпуск или вот туда и туда, ты понимаешь, типа, зачем у тебя сейчас чуть-чуть колесо баланса там туда перевешивает. Итак, соответственно, теперь мы сделали упражнение, и мы смотрим на цифру запуска в 1 000 000 и понимаем, что, скорее всего, 1 600 000 точно можно сделать на первом запуске, а может быть и 2, да? Ну, то есть при этом, это может быть, давай декомпозируем, если это было по 100 000, и мы поработаем с продуктом, с самоценностью, то это может быть там 200, хотя бы для первого запуска. Я вообще хотела типа 70 поставить. Вот. И 200, 1 600 000 это сколько? 8 человек, да, у нас? 8 человек. А нам нужна группа 10, поэтому это 2 миллиона. Вот примерно в эту цифру, я думаю, что можно спокойно целиться, учитывая, что у тебя есть подписчики, какая-то аудитория и 200 подписчиков в телеграм-канале. У меня есть девочка на потоке, у которой завела телеграм-канал, в который зашло 12 подписчиков, и там 8 из которых она продала. У нас есть 200 подписчиков, скорее всего, там точно есть несколько человек, которые являются твоей целевой аудиторией, ты можешь дать им ценность. Теперь про дорого, про 70 000. Человек готов платить большие деньги, когда ты решаешь его большую проблему. Да? Для этого мы изучаем на обучении очень хорошо боли, хотелки, возражения клиентов. То есть какая конкретно сейчас ситуация. Да? Может быть, они уже проходили курсы, но не получили результаты, им нужна поддержка. Может быть, у них нет программы. Да? Что конкретно для них является ценностью, за что они готовы заплатить, чтобы получить там результат. И что для них будет являться результатом. Потому что для 80
80% людей это будет финансовый результат, а для 20% это не финансовый, это какие-то внутренние изменения, которые потом, может быть, повлекут финансовый результат. И это тоже нужно понимать. Вот. Ну, у нас более твердая ниша, когда мы говорим про запуск базовых курсов, там про доход. А когда это мягкие ниши, например, да, опять же, если это продюсирование. Вот. Теперь пошли по пунктам того, что я зафиксировала. Да? Первое – это саботаж. Саботаж, он когда бывает? Когда у нас есть какое-то убеждение из того, что я услышала, что это больше денег, больше работать, потому что я там поработала, я уже так не хочу, и кажется, что заработать больше денег – это значит, что больше работать. В принципе. И мне очень интересно, чтобы наши зрители написали в комментариях, у кого тоже такое бывает, что особенно это у мастеров бьюти-индустрии, что больше денег, это больше клиентов, это больше работать. У меня у самой так было, и я когда зарабатывала уже, первый миллион я уже заработала, и я прям пришла к психологу и разбирала установки. И я нашла, что для меня больше денег – это больше работать. А больше работать – это меньше видеть детей. А я дочку не видела, как она растет, потому что я с утра до ночи делала там ногти, брови, писи и все остальное, да, то есть там полный спектр услуг у меня был. Вот. И я не хотела со вторым ребенком, чтобы повторилась та же самая ситуация. И, соответственно, как бы я там ни старалась, какие бы инструменты ни изучала, если у меня внутри вот этот вот блок на то, что для меня больше денег – это больше работать и, значит, меньше времени с детьми, пока я это не вынесла наружу, не поняла, не осознала, да, как бы я не понимала, с чем мне вообще как бы работать. Вот. И когда я нашла подтверждение, так, вот есть человек, он меньше меня работает, больше зарабатывает, вот есть человек, он путешествует, онлайн ведет, да, то есть я когда-то первый раз поехала на Бали, месяц там была, и при этом я заработала на Бали на запуске 1,5 миллиона, и еще у меня студия принесла деньги, да, 2 уже. И я думаю, блин, я когда-то об этом мечтала, а вот я в бассейне, я месяц не работаю, да, как бы и так далее. И опять же, у многих есть иллюзия, что онлайн-бизнес – это пассивный доход. Ну, как бы это не пассивный доход. Если у нас все-таки там автоворонка стоит и какой-то недорогой продукт продается, это может быть пассивным. А все-таки, когда у нас идет запуск, это активный доход. Это такой же бизнес, как офлайн, только в онлайне. У нас есть обязательства, да, то есть мы должны там онлайн-уроки проводить какие-то и так далее. Но это можно делать в любой точке мира. Я вот девчонкам даже, Катя, наверное, помнишь, из Дубая проводила уроки, да, там, ну, я там летаю, делаю какие-то свои дела и в параллель как бы работаю. И, безусловно, если ты хочешь в это идти, как бы в онлайн, то тебе точно туда, потому что ты видишь себя путешествующей. И если как бы идти к этому, то прямо сейчас нужно начинать это делать. Чем больше ты откладываешь, тем больше ты откладываешь все свои путешествия и так далее на потом, потому что ты будешь привязана к тому, что тебе нужно прилететь либо во Владивосток попринимать клиентов на 200 тысяч, либо в Москве через блогеров. Сейчас ты себя прорекламируешь, и в итоге опять мы работаем руками, да, как бы, чего не очень-то уже и хочется. И получается, что признание путешествия ты получаешь через онлайн. И очевидно, что нужно типа сейчас в это идти. Но при всем при этом, я когда, допустим, работаю с блогерами, вот, допустим, у меня там была девочка, у нее там почти 300 тысяч подписчиков. Я делаю ей бесплатную услугу, естественно. Но я такой кайф получаю, потому что потом от нее идут подписки, конечно, да. От нее идут какие-то вопросы, записи. И опять же, это про признание. Про признание, да. То есть я даже здесь, я вроде ей же бесплатно сделала, но я ей делаю с кайфом. И вот очень важно, что иногда эксперты думают, что вот отдельно признание, отдельно деньги, а можно получать вместе. Ну, то есть и деньги, и признание. Да? То есть, например, ты запускаешь свой онлайн-продукт, ты помогаешь людям, в итоге как бы ты чувствуешь свою нужность, ты чувствуешь свою причастность к их изменениям, да, и при этом они платят тебе за это деньги. И вот у тебя все совмещено. И не обязательно делать что-то бесплатно для того, чтобы получить признание. А иногда мы неосознанно, когда я тебя очень хорошо понимаю, потому что у меня ценность признания, она раньше была вообще первая в списке моих ценностей. И половина бизнеса, который был построен у меня, он был
ради признания. Признания мамы, признания окружающих, потому что часто мы через окружающих хотим получить признание родителей-то по факту, да, где-то что-то там маму, папу не проработали, да, вот, и моя первая конференция, я помню, как я ее провела, такая, типа, и потом через год, да, и я провела конференцию, и потом на следующий год, когда уже ставила цели, такая, так, окей, а деньги где? И я задала себе вопрос, какая была цель конференции? А цель была не деньги, цель была признание. Признание получила, какие вопросы? Поэтому, как бы, ну, ставя себе цели, мы должны понимать, что мы хотим. То есть, потому что если плыть по течению, то будем получать признание, как бы. И только его, а за него, ну, как бы, ну, в Бразилию не полетишь на водопады, да? Это просто моя следующая цель весной полететь. И когда я поняла, что так, окей, я хочу и признание, и деньги, я сделала декомпозицию, поставила цель в деньгах, да, как бы, и начала там собирать команду и так далее. То есть понимая, что мне нужно не только признание, я не только ради признания это делаю, и только ради признания мне это уже не надо, например, да. И сейчас принять решение не проводить больше конференции, это тоже было решение, которое было обдумано, которое было взвешено, болезненно даже, но оно ведет меня, ну, типа, в новое, да. И вот важно в моменте учиться отказываться от чего-то старого, там, от тех же процедур, например. Но мне тяжело да? пока от процедур отказаться. Это же фундамент, это же типа опора. Нужно подготовить новую опору для того, чтобы как бы отпустить старую. Когда онлайн, вот как у Кати, когда мне онлайн стал приносить больше денег, чем офлайн, а при этом забирать меньше времени, чем офлайн, я поняла, что как бы пора. И поэтому, когда я это вижу потом у людей, которые ко мне заходят в наставничество, я сразу говорю, блин, зачем это растягивать на 2 года, сопли по стене размазывать, да, если мы можем это и быстренько вырасти. Вопрос, а готов ли человек сразу быстро вырасти? По тебе видно, что ты готова. Причем уже, знаешь, как будто бы скоро переспеешь уже. Ну, типа давно готова, но что-то там ждешь, что-то там мнешь, как бы. Ну, я, в принципе, могу оставить как фундамент, как опору лазеры. Это что же вот что-то сейчас материальное. переходим к инструментам теперь, да? Вот технические воронки у меня как раз Почему записаны. ты постоянно говоришь про опору? У меня базовая потребность по жизни — это безопасность. Да. Я как в своем, вот я замужем 10 лет была, когда почувствовала, что мне здесь небезопасно, как бы я свалила А оттуда. что для тебя безопасность, вот касаемо, если это денег? Что тебе создаст безопасность? Еще раз, что? Что тебе создаст безопасность? Ну, когда в у меня на деньгах? карте есть деньги, мне это безопасно. Мгм. То есть я заболела, там ребенок заболел, любую больницу, везде и всюду, то есть я везде могу заплатить, получить услугу и так далее. Мгм. Что бы ни случилось, ну, как бы решают деньги в любом случае. В другой стране ты еще Да, я где-то. полностью согласна. Всегда решают деньги. Когда у меня есть деньги, я чувствую, что как бы, ну, я защищена. Давай я тебе сейчас обрисую, как бы сделала я вот в той ситуации, Давай. будучи на твоем месте, а ты уже окнешь, как тебе это откликается или нет. У тебя есть активы, которые ты не до конца используешь. И я бы их как бы использовала до тех пор, пока мне было бы это интересно. Владивосток. Что мы имеем? Мы имеем девочку, которая хорошо делает. Да, она процедуру. очень хорошо делает. Она очень хорошо делает. И она такая, она прям молодец. Она прям Обучение горит. приносила там тебе деньги. Когда Что я бы- обучала. Да. Что бы сделала я? Я бы запустила бы там обучение, которое бы проводила девочка. Пусть там на 2 человека, но это 300 тысяч там в оборотке и 150, там даже если за минусом рекламы и всего остального, чистыми. Возможно, запустила бы просто, не знаю, сайт или какую-то такую твердую рекламу, от которой приходили бы заявки, и 2 человека бы там находились и обучались. Скорее всего, если просто обзвонить базу клиентскую, которая у тебя там была, ты где-то ее фиксировала. Вот если просто обзвонить базу и позвать своих же клиентов на открытые уроки, уже там можно начать зарабатывать, из чего вкладывать рекламу. И пусть бы девочка себе обучала, для нее это будет рост, она как раз не будет хотеть уйти, она будет чувствовать свою нужность, важность, признание и так далее. Это первое. То есть и там плюс типа а-ля 200 тысяч, которые создадут тебе еще одну опору без твоего вовлечения работы руками.
А руки мы отпускаем, тут ты сама как бы управляешь, сколько тебе твоими руками работать, да? Но я могу просто сдать свою студию. Это, ну, это моя собственность. Мгм. И также иметь эти 200 тысяч. Можно просто сдать. Можно просто сдать, можно делать плюс там, в зависимости от того, сколько там учеников будет помещаться. Да, может быть, там плюс 4 ученика, это уже там Мгм. 400. Посчитать, что тебе выгоднее, Мгм. но это одна из опор, которые, может быть, ты сдашь их как бизнес, может быть, ты сдашь их как готовое, куда можно заехать бизнесу, да, то есть можно поиграть, а плюс еще там есть твоя клиентская, может быть, ты можешь продать его своей ученице, например, и она будет тебе просто платить аренду, это будет ее бизнес, продать бизнес, не Мгм. помещение, да, то есть я свой бизнес продала своей сотруднице, которая его купила и успешно до сих пор работает в нем. И если бы это было мое помещение в собственности, она бы просто платила мне аренду. И еще и продать бизнес с клиентской базой. Да, то есть это тоже один из вариантов, куда можно подумать и там зарабатывать. Дальше. Онлайн. Ты проговорила важную вещь про то, что я либо кого-то хочу, да, и так далее. Я считаю, что нужно полностью один раз запуститься самостоятельно для того, чтобы понять всю внутрянку. При этом я честно, искренне не понимаю курсы, в которых учат самим настраивать воронки, самим подключать гид-курс, самим подключать там, не знаю, вебинарные комнаты. Блин, это стоит 5000 рублей. Да, то есть там воронку собрать и так далее, 10 тысяч рублей, которые будут на постоянке работать, когда вы будете выступать там на сцене где-то, подписывайся, или прямо сейчас я могу сказать, пишите слово «разборы» мне в директ, и получите там разборы на 4 часа, да, или сейчас я новый лид-магнит сниму, где будет разбор запуска на 30 миллионов, и она будет постоянно работать. Зачем мне разбираться в этом? То есть если я научусь настраивать воронки, я буду техспециалистом. Техспециалист стоит 25 тысяч рублей-50 тысяч рублей на рынке. Да? Ну, то есть зачем мне? Я предприниматель. И я учу себя в наставничестве предпринимателями становиться. Соответственно, тебе нужно просто взять нужных людей, которые тебе выполнят. Но тебе нужно понимать весь алгоритм. Да? А какие, вот, что написать в воронках? Это не какой-то маркетолог должен прийти и написать. Потом, если ты наймешь маркетолога, он напишет, но ты должна разбираться, как это писать. Да, вот это нужно понимать. Но точно не техничку. Я до сих пор, у меня 6 лет уже онлайн-школа. И я понятия не имею, как запускать вебинарную комнату. У меня удаленно к моему компьютеру подключается техспециалист, все настраивает. И я ему сразу сказала, если ты мне скажешь за 3 минуты до вебинара, что мне какие-то кнопочки нужно нажать, у меня конверсия на вебинаре упадет на 10% и не заработаю, не знаю, там 500 тысяч. Как бы сделайте это без меня, пожалуйста, и все. То есть это реально. И это, ну, уже не обязательно много работать, в чем-то сложном там разбираться. Нужно разобраться во всей системе в целом. Но, конечно, извилинки шевелиться начинают, когда нужно что-то делать не руками, как мы привыкли, а по-новому, по-другому. Что нужно сейчас что-то сделать, что принесет мне деньги не прямо сейчас, когда я это сделала, а мы же привыкли, что сделал брови, 10 тысяч, 5 тысяч, там у кого сколько, да? Вот. И вот это нужно чуть менять. И тогда ты понимаешь, что ты делаешь сейчас, но деньги заработаешь потом, да. Но потом ты еще раз так делаешь, еще раз, потом ты видишь сильно больше денег, чем когда ты сделал брови, и тебе 5 тысяч, и понимаешь, что ты делал все правильно. Но в моменте иногда сложно. Кажется, блин, уже столько всего сделала, а где же результат? Ну, это как я сейчас начала, я научилась делать вот эти чат-боты, вот это кодовое слово и так далее, причем с проверкой подписки и так далее, там убила на это 2 дня. Сама научилась? Конечно, да. Я поступала на бюджет, прикладная информатика и математика. Просто я потом ушла на 2-м курсе в маркетинг. Поэтому если я могу это сделать, но это очень энергозатратно. Конечно. То есть проще уж сделать одни брови и заплатить техспецу, который это будет все настраивать. Да, вот. Поэтому я понимаю, о чем ты говоришь. Но вот это во всем. Ну, то есть в бизнесе самый важный навык — это маркетинг продажи, потому что мы иногда сами эксперты на высокий чек продают, да, и сделать запуск на 2 миллиона, там, это у тебя 10 человек, это по факту там 20 консультаций, может быть, даже меньше. И, естественно, продавать нужно уметь. А потом нужно разбираться в маркетинге,
деньги, но чтобы контролировать команду, не руками это делать самостоятельно. И третье – это в найме. То есть разбираться, а как мне понять, продюсер ок или не ок, мне какие ему вопросы задать, да? А как мне понять, этот продажник продает или как бы рассказывает, что продает. Потому что можно очень круто уметь продать себя на собеседовании и не уметь делать то, что должен, да? И вот найм – это третий навык предпринимателя, который вот должен быть. И я вот этому, собственно, и учу. И третий момент, четвертый, наверное, да, это вот про партнерство. То есть я бы шла в партнерство, когда ты поймешь сама вот эту внутрянку, и тогда ты сможешь и партнера себе грамотно выбрать, потому что ты будешь знать, что у него спросить. Да, как бы не только он тебе сейчас расскажет, что я делал запуски, 10 запусков, там, по 2 миллиона с блогерами, экспертами и так далее. А я задаю вопрос всегда, например, почему ты с одним человеком не повторил 10 запусков? А это значит, что он на теплом трафике умеет делать запуски на твоих просмотрах сторис, а привлекать новый не умеет. И зачем мне этот продюсер нужен тогда, да, если я и так могу сама сделать прогревы на своих сторис и продать им. Вот. И ты начинаешь понимать, как тебе выбрать продюсера, сколько ему платить, там, да, и так далее. Ну, я тоже на наставничестве я это тоже рассказываю. То есть, но опять же, не факт, что тебе нужен этот продюсер. Возможно, ты сделаешь запуск сама и поймешь, что, зачем? Я возьму проект на 10% от запуска, который будет выполнять как бы вот эти функции. Вот. А по факту функции управленца, который будет сам искать сотрудников. То есть я сейчас никого не собеседую, ни одно собеседование не провожу, но при этом у меня работает команда. Да, и при этом мы, когда закупщика искали, Женя, мой продюсер, отсобеседовал 100 человек. 100. Вот, с моим ассистентом. Вот, когда я работала без партнера, у меня это делала управляющая, я финально только собеседовала уже финальных таких там руководителей отдела продаж или маркетолога, кого, я прям... Крупных. Да, крупных. Вот. И не тратила там время на какие-то собеседования, которые вообще могу сделать не я. Иногда можно задать, если я не знаю, какая должна быть CRM-система, чем они отличаются, и мой ассистент не знает, чем отличаются CRM-системы, какая нахер разница, кто будет это делать, да, и они узнают про CRM-ки, делают сравнительную таблицу, говорят, какую бы она выбрала, я смотрю и как бы уже выбираю, да, и мы сэкономили просто 1000 часов времени. Вот, и очень много можно делегировать сначала одному ассистенту. Я делала запуски на 9 миллионов, я вообще была сама даже без ассистента, то есть на 18 у меня там было типа 3 человека в команде. То есть это реально делать с небольшой командой. Но потом, если мы хотим масштабировать, да, закупать рекламу и так далее, конечно, постепенно будут добавляться люди. Техспециалист сначала он как подрядчик, потом он в штат добавляется. Да, это дизайнер, это там, продажник на постоянке, потом это становится отдел продаж, потому что ты понимаешь, что как бы, когда уже у нас заявок не 10, а 100, например, то там уже как бы сама не справишься, да, проводить консультации. Либо делать запуски не через консультации. Вот то, чему я на ВИПке учу, да, вот на последнем запуске на 30 миллионов я провела 4 или 5 консультаций всего. То есть я не продавала через консультации, это другая модель вообще запуска. Вот. Поэтому пассивный доход и теперь лазеры. Я бы соединила лазеры, возможно, вообще в твой продукт. Две гипотезы, 2 варианта. То есть ты делаешь онлайн-продукт, и у тебя там встроено, например, обучение бесплатно, там, как зарабатывать на лазере и так далее, и там у тебя уже встроены продажи, потому что, у тебя там спецусловия какие-то для них, да, там, и так далее, и они видят, как это можно купить. Вот. И просто встроить туда это. Продажа лазеров. Либо второе, тоже очень жизнеспособный вариант, да, лазеры. Это ты берешь ассистента, либо продажника. У меня была девочка, и мы продавали по 5-6 лазеров в месяц. Которая чисто этим занимается. Сначала одна, потом у вас еще сотрудник добавится и так далее. Но когда есть несколько направлений, всегда есть что?
Правильно? Расфокус. И когда у нас расфокус, у нас в итоге там здесь 700, здесь 500, и здесь 500. И как бы, или там здесь 200, здесь 200, здесь, и нигде толком нет большого результата. Вот мои масштабные результаты начались тогда, когда я стала сокращать количество своих проектов. Потому что как бы мы не были в иллюзии, что нас на все хватит, нас на все не хватает. И поэтому я бы выбрала бы один ключевой. Какой это будет? Онлайн. В твоем случае это онлайн, потому что он ведет тебя к твоим целям, которые ты хочешь. И пусть, ну, как бы сказать, без мата. Давайте я скажу с матом, потом подумаю, как заменить. И отъебаться от себя в этот момент, когда ты делаешь запуск онлайн-продукта, что я сейчас не продаю лазеры. Типа, блядь, я там не делаю что-то, например. Меня больше Владивосток. Как бы, ну... Значит, надо закрыть, если он тянет энергию, значит, надо решение принять там. Ну, мне жалко, ты понимаешь? Да? Там столько людей, как которые ты думаешь, до мне сих было... пор хотят. Они говорят, когда ты приедешь делать брови? Как ты думаешь, мне жалко было переставать организовывать Permanent Evolution? Ну, я организовываю 7 лет. Я стою на сцене, и 500 человек мне, блядь, аплодируют. И я получаю признание. Как ты думаешь, мне было жалко? Я понимаю, что такое ценность признания. Угу. И все говорят, да, ты что, я в этом году собиралась на Evolution. Да. Как так? И да, и это не один человек, и таких много. Но я все-таки вот по цифрам даже, вот сейчас это наглядно видно, посмотреть наверху Владивосток плюс 200. Это месяц работы, команды, контроля, я знаю, как это сложно. И посмотреть чуть пониже, где написано 1 000 000, и 200 — это стоимость одного человека в онлайне. Ну, то есть, что легче, продать одному человеку за 200 или контролировать команду удаленно в другом городе и получить те же 200? Я думаю, тут очевидно вообще. Сейчас тоже коротко скажу про то, как я решила... Есть у меня такое качество — быстро принимать решения. Болезненно и так далее, но если я приняла решение, то оно принято сегодня, и мы сразу действуем. И когда я приняла решение продать студию, я на следующий же день ночью сделала предложение в ночь своей сотруднице и сказала, что мне утром до 10 утра нужен ответ. И, собственно, я продала студию за ночь. Но это было сложно, потому что это мой ребенок, ему уже 7 лет, это мой бизнес, там работают люди, а как же они без меня? Это тоже как бы некоторое такое эго, типа, что они без меня не справятся. Они все прекрасно справились. 2 девочки открыли свою общую студию, мы до сих пор общаемся. Как бы все пристроены. Кто-то остался работать в этом же бизнесе, кто-то начал чем-то другим заниматься. Все у всех сложилось. То есть, а нас это стопорит о том, чтобы свою жизнь строить. Типа, тебе жалко, и поэтому ты еще не посетила 50 стран, понимаешь? Ну, то есть, когда вот эта ценность встает, как бы, а что важней? Типа, жалко, это прошлое. Ну, то есть ты его уже типа пережила, а отпустить не можешь. А чтобы вот это новое появилось, мне же мурашки. Чтобы вот это новое появилось, иногда нужно вот это старое отпустить. И точно так же я сейчас отпускала Permanent Evolution, потому что понимаю, что я уже не про это. Я уже не про чемпионат, я уже давно про деньги. Я уже давно про трансформации людей, да? Ну, не про то, как выиграть чемпионат. И как бы, и да, это крутой проект, и да, он растет из года в год даже. Но я приняла решение для того, чтобы впустить в что-то новое. Страшно ли мне? Страшно. Расскажу сейчас. Я никому это не рассказывала. Что мне страшно? Что, а вдруг это не повторится? А вдруг это вообще лучшие годы моей жизни, когда я стояла на сцене, получала свое признание. И мозг мне говорит, да, Юль, сейчас мы замутим, будет классно, там мы сделаем. Но внутри вот это вот легкий там страх какой-то, волнение, оно есть. И это нормально. И ты, когда принимаешь какое-то решение в своей жизни, это нормально, вот это волнение. Тебе как будто бы его и не хватает, знаешь, чтобы как бы... Вот как только ты вот здесь вопросик закроешь, вот этот саботаж идти в новое, он идет. Потому что у тебя высвободится энергия на что-то новое, потому что туда энергия утекает, а это уже прошлое. Ты уже 4 месяца как переехала, ну уже надо отпустить как бы. Либо выстроить, чтобы это работало, но это будет занимать время и энергию. Сдать всю либо принять решение, что для тебя проще, сдать
или продать как бизнес и сдавать просто как помещение, да, ну, то есть принять решение, что ты с этим сделаешь, одним днем это сделать, и все, и на следующий день, пожалуйста, добро пожаловать, курс почти записан. Меня вообще удивляют люди, у которых уже записан курс, а они еще ничего не продают. Как вообще можно записать курс, когда ты еще более хотелки возражений не изучила, например? Нет, он не записан так, он написан. То есть Да, знаю да, я всё, поняла, что программа да, есть. все, что Мгм, буду мгм. делать. Ну вот я в наставничестве учу сначала продать, потом мы пишем программу. Вот. Ну, то есть сначала страхи все пройдем, давайте продадим, а потом как бы мы напишем программу, у нас методолог выступает там, и так далее, докрутим, улучшим и все остальное. И каждый следующий поток, он всегда улучшается от предыдущего. Это нормально, это тоже живой продукт, скажем так. Вот. И здесь бы я бы продавала бы уже лазеры. Вот такая вот картина у меня. Расскажи, как тебе откликается и что бы ты из этого себе забираешь вообще из разбора в целом всего? Вообще, мне кажется, что я сегодня пришла просто опять за подтверждением. Типа, да, ну, ты классно, ну, может, что делать будем? Да нет, я еще не до конца классно. Подожди, давай еще к кому-нибудь сходим, пусть он еще кто вот мне скажет, потом вот я буду. Ну, конечно, да, Владивосток нужно просто под аренду сдавать и все. Лазеры, но они мне никак не мешают. Они по сарафанному радио, но он там стреляет 1-2 лазера в месяц. Ну да, ты когда найдешь себе силы там и энергию, сделаешь запуск там, не знаю, на 2 миллиона, и пока ты их будешь вести, можно прям подусилить лазеры, Да, например. рекламу брать. У меня девочки к концу потока делают стратегию на год следующий, да, и они пишут, когда у них запуск чего. И вот там тоже можно расписать, когда я запускаю это, когда я запускаю это, как бы, да, какая команда нужна там и так далее. И когда у тебя есть четко план на год, ты знаешь, что здесь ты полетишь отдыхать, и ты ничего не запускаешь и ведешь там просто группу, здесь у тебя это, то становится как бы понятно, что делать и когда. И да, он немножко может как бы двигаться, но в целом тебе понятно планы свои на жизнь, как бы, да, и ты идешь согласно им. Ну да, спасибо. Вот. Что еще забираешь для себя? Да, в принципе, все. Подтверждение тому, что я все делаю правильно. Как бы все. Ну и прошлое, да, надо все-таки отпустить. Я еще держалась за него. Вот эти все клиенты, когда, ну, там потом в сентябре, в октябре, думаю, наверное, надо слетать там, наверное. Потом я думаю, чего мне туда лететь? Ну вот что, я туда не хочу лететь. Ну, только подружек увидеть и все. То есть... Огонь. Вот так. Огонь. Спасибо. Супер. Ну что, спасибо, Кристина. Кристина. Про Кристину я уже сказала один очень важный факт, что она на самом деле очень сильно масштабная. Но почему-то либо это не горит, почему-то она в это еще не идет, да, и очень тяжело рисует эту картинку через 3 года. Я понимаю, что вот если бы она зашла бы ко мне на обучение, я понимаю, как ее масштабировать буквально за 2-3 месяца, сделать сразу результат примерно x2, x3 от того, который она ставит. Но, как мне кажется, возможно, это моя иллюзия, но есть эго, которое мешает продвигаться. Может быть, печальный опыт какой-то был там в обучениях и так далее, который мешает довериться какому-то одному наставнику и просто делать, что он говорит, и стартануть. Да, и поэтому есть такое вот ощущение, что я сама попробую и так далее. Там запустилась там, на 400 тысяч, а могла уже сразу запуститься. Вот первый запуск у нее, очевидно, мог быть сразу там 1,5 миллиона. Вот. И вот это, возможно, ее останавливает, и если она с этим совладает, то там 100% будут масштабные результаты. Там нужна система, конкретная система, которую нужно внедрить, повторять, и она будет получать и признание, и деньги, и исполнять свои мечты. То есть для меня это просто вот стратегия на несколько месяцев, за которые можно получить этот быстрый результат. 23-24 сентября я организовываю трансформационный тренинг-шоу, который мы разрабатываем вместе с топовым психологом, работа с которым стоит более 1 миллиона рублей, личная работа. Это будет такое шоу, иммерсивное, назовем это так, где будут играть актеры, которые будут играть историю бьюти-мастера, который вырос в доходе. И через эту историю каждый сможет узнать себя. Но помимо того, что
можно будет это посмотреть, это будет красиво, классно. Там будут упражнения, которые помогут найти вот эти ограничения в голове, за счет которых человек не может вырасти в деньгах, вообще любой эксперт. И долго остается на одном и том же уровне дохода. Либо, может быть, недолго, но он хочет идти в больший масштаб, но почему-то этого не делает, даже если все знает и знает инструменты. Также там будет и презентация моей книги, и нетворкинг, знакомства, выступления спикеров, которые недавно сделали крутые результаты, они будут делиться, как они это сделали. И также будут десятки, в которых мы будем знакомиться и прям там зарабатывать деньги. И для всех подписчиков, которые смотрят это видео, я подарю промокод со скидкой на мероприятие, который можно получить по ссылке ниже. Либо можете написать слово «эфир» мне в директ на страницу Юлия Евенко и получить запись эфира, на котором я рассказала, почему не будет Permanent Evolution, и подробно рассказала про мероприятие. Диана, расскажи, откуда ты, какой доход, какой запрос? Привет, меня зовут Диана, мне 26 лет, я из Москвы. В перманентном макияже я 2 года. Мой доход сейчас 300-350 в месяц. Я мастер и тренер, веду базу, веду повышение. На повышение у меня, кстати, больше запросов, чем на базу. Вот. Цель моя, запрос выйти на доход 500 в месяц. И, исходя из девчонок, я поняла, что я забыла свою цель вообще, от которой у меня горят глаза, это признание тоже. Вот. А что для тебя признание? Признание для меня это быть как один из топов перманента, да, как все самые там известные имена, проводить тоже групповые мастер-классы, чтобы тебя звали там другие страны, да, чтобы совмещать им и путешествия, и работу, и по России тоже ездить спикером, да, на сцене выступать. Тоже хочу вот стоять на сцене, чтобы мне там все аплодировали. Очень важный вопрос, как ты поймешь, что ты уже топ? Потому что это такой, можно там 3 раза выступить и считать, что ты уже топ, а можно нет. Да? Что должно произойти, что ты поймешь, что вот я получаю свою ценность признания, я уже топ, как бы конкретно, типа сколько вешать в граммах надо измерить? Когда у меня на год будет вперед расписано все мои выступления, мастер-классы по стране, по другим странам, городам, тогда я пойму, что я пришла к своей цели. А это то, о чем ты мечтаешь? Чтобы было признание у меня? Имеешь в виду глобальная чтобы на цель? год вперед были расписаны мастер-классы? Нет, нет такой мечты. Есть мечта, чтобы быть как бы известной, быть звездой. Это к тому, что я сейчас объясню. Это к тому, что очень четко нужно формулировать свои желания. Ну, кстати, да. Потому что я помню, как одна моя коллега говорила, я мечтала, чтобы у меня была запись на несколько месяцев вперед. Я тоже, кстати, когда-то мечтала. А потом, когда у меня стала запись на несколько месяцев вперед, я поняла, что, о боже, меня даже не могут на день рождения пригласить, потому что запись у меня на несколько месяцев вперед, и у меня еще как бы один выходной всего в неделю, и то не всегда. И когда меня куда-то зовут, у меня уже, в принципе, все занято. И я не могу. Я просто заложница своего же желания получилось, да, что... И также здесь, когда на год вперед расписаны мастер-классы, а точно ли ты об этом мечтаешь, да? Вот, и здесь нужно прям четко себе... Но при этом, да, чтобы время на себя, на отдых, на семью тоже было. То есть, чтобы я не упахивалась там из перелета в перелет, с одной стороны другой. Вот. Как будто бы что-то друг другу противоречит здесь. Я в начале этого года прям себе самопрограммирование прописывала, что я хочу выступать на конференциях много. Меня приглашают, мне все оплачивают. Сейчас меня приглашают, мне все оплачивают, но их так много, что я устала. И я понимаю, что, окей, я до конца года выбрала эту стратегию, но в следующем году их будет всего там, не знаю, 3, куда я поеду, да, и я не буду уже столько летать. И опять же, к тому, что вот этот баланс, потому что я хочу, чтобы было много времени на себя, чтобы не было перелета, но чтобы весь год был прописан приглашениями, перелетами, да, как бы. И вот здесь нужно найти вот этот баланс. Типа, я хочу 5 мастер-классов в году, например, проводить, да, или там конкретику, чтобы было понятно, а что нужно сделать. И дальше я, наверное, задам вопрос, а что ты можешь сделать для этого?
Слушай, я сейчас вижу для себя развитие через участие в чемпионатах и Мгм. выступления нон-стоп. Мгм. Я даже прям это чудо какое-то первый раз в жизни выиграла курс сейчас по подготовке к чемпионату. Позавчера Мгм. я написала у себя на руке, и я выиграла бесплатное место на курс по подготовке к чемпионату. И у меня просто руки тряслись, когда это произошло. Я такая... Потому что очень сильно этого Самопрограммирование хотела. работает. Да, на самом деле. Вот, то есть вижу через чемпионат, и я прям настроена побеждать. Я уже побеждала. Один раз я участвовала в чемпионате. На 6-м месяце после базового обучения своего заняла 1-е место в Турции. Мгм. И я прям вижу, себя, вот то, что через чемпионат я прям настроена, и я уверена, что я буду побеждать на них. Огонь. Давай представим тоже цель через 2-3 года. Сколько хочешь там зарабатывать, посредством чего, помимо признания, да? Мгм. Да, я хочу, чтобы у меня была своя студия, да, большая уже. У меня работают сотрудники, мастера. Я преимущественно веду мастер-классы. Вот, мои сотрудники работают с клиентами и ведут базовое обучение. Мгм. Вот. Также я вот езжу по странам с мастер-классами, выступаю на конференциях. Мгм. И при этом у меня, опять же, вот время есть на себя, на путешествия, на свою семью. То есть не упахиваться тоже, да? Вот ты правильно сказала, что нужно правильно свое желание сформулировать. То есть, чтобы не каждый день какой-то перелет новый у меня. Так я тоже не хочу. Потому что у меня был такой период однажды, когда я в наставничестве, кстати, училась. У меня было много обучений и много работы, и мне уже даже... Я уже, в общем, очень сильно устала. Вот. Хочется, чтобы баланс был. Мгм. Про доход я не услышала. У нас студия, Мгм. мастера, курсы, Через 2-3 мастер-классы в года. других городах. Да, а доход какой? 2 года. миллиона. 2 миллиона в месяц. Да. Да, вот давай декомпозируем, от чего будут эти 2 миллиона. Мгм. 2 миллиона. Студия сколько будет приносить, что ты будешь делать, сколько обучений, сколько мастер-классов и так далее. На 1 миллион процедуры, 500 базы и 500 повышения. Так, 1 миллион процедуры. 500 базы. То есть 4 человека вот в месяц. Да, По и 125. 500 повышения, Мгм. типа мастер-классы. Да, это я веду. Теперь давай дальше декомпозируем. 500 баз — это сколько человек? 4 человека. Это 4 человека. Мастер-класс сколько у тебя стоит? Сейчас 30. 30. Будет 50, значит, через 2 года. Окей, пусть будет 50. 10 человек. Это 10 человек. Это индивидуальное или групповое у тебя Групповое. стоит? Мгм. И 1 миллион процедуры. 100 человек. Сколько стоит у нас? 5000? 10. 10. Это у тебя? 100 клиентов. Это у меня, да. Но я планирую вот через 2 года уйти от процедур уже и чисто повышение вести, а пусть будет у меня там топ-мастер, и она уже с клиентами работает. То есть она, давай поставим тогда 8, например, средний Мгм. чек, да, кто-то будет за 5 работать, кто-то за 10, Ну да. там средняя 8, соответственно, это 120, сколько там Да. получается? Я не уверена, я бы посчитала на 120 человек, да. Плюс-минус, да, тут может быть погрешность. 115. Короче, 125, да. Я Кате больше верю, она с цифрами дружит. Так, 125 человек. Чтобы нам собрать 120... Сколько ты сейчас принимаешь клиентов в месяц примерно? Я где-то... Мне сейчас мастер появился, я точно не считаю. Человек 40, 30? 30 где-то. 30. Что я здесь вижу? Я бы распределила наверное, по-другому, потому что маржинальность направления процедур, то есть если мы считаем, что это работает мастер, а не ты, она примерно 10-15%. То есть когда мы высчитаем зарплату администратору, аренду помещения, вычитаем рекламу, вычитаем зарплату СММщику там и так далее, даже если мы зарплату СММщика делим тоже на 3 направления, я прям считала, выходит
20% это типа сверх там прибыли у вас просто, в среднем это 10-15%. И поэтому сколько сейчас мастерам платишь? Процентов? Да. 30. 30, ну, По моя твоей школа, схеме. да? Все по твоей. Вот, и получается, что если у нас остается здесь 10, даже 15%, это 150 тысяч чистой прибыли. Ну, типа вопрос, а хочется ли находить столько людей для того, чтобы получить 150 тысяч чистой прибыли. Да, ну, типа очень много работы для того, чтобы сделать вот это. Или, может быть, мы возьмем 8 человек на базовые курсы найдем, которые будут приносить нам типа 150 тысяч. То есть 2 миллиона оборотки, это не равно 2 миллиона чистой прибыли. И здесь мы считаем, мастер получает, опять же, там не процент, а ставку. Соответственно, здесь тут маржа сильно больше. Да, здесь маржа там может быть даже и 70%, там, ну, там, 50% пусть, да. И, соответственно, если у нас здесь будет 1 миллион, 1 миллион, то у нас может быть здесь 500 чистой прибыли, например, да, и это мы и на рекламу вложили, уже там и заплатили всем, стартовые наборы и там все остальное. И 500 мастер-классы, здесь тоже получается, если ты их ведешь их ты считаешь себе зарплату как мастеру, который бы вел бы мастер-классы 30%, и считаешь это в расход бизнеса, но считаешь это себе как ЗПшку, и отдельно считаешь свою прибыль как бизнеса. Потому что вдруг ты передумаешь вести мастер-классы и захочешь улететь на Мальдивы с нами, с Ведой, например, то как бы ты поставишь туда мастеров, и они будут вести мастер-классы. У тебя, возможно, в команде тоже кто-то поучаствует в чемпионате, ты ее подготовишь, она выиграет, и будет топчик, который тоже сможет вести мастер-классы. У меня тоже такие были мастера и вели. Дальше, соответственно, здесь ты зарабатываешь, там, например, 300. И вот у тебя чистыми получается, как бы, опять же, здесь это если у нас миллион, а здесь, если мы ставим 500, потому что мы сюда перераспределили, да, то здесь у нас уже будет не 150, а там типа 75 чистыми. Вот. И 800, 900, это 900 тысяч. Ну, в среднем, давай так, мы делаем оборотку 2 300 для того, чтобы сделать там 9 миллионов написала, ты видишь, масштабная женщина, как бы 900, чтобы 900 тысяч чистыми зарабатывать. Вот. И дальше, например, если ты захочешь поставить уже туда, не руководить сама, поставить туда управленца и так далее, чтобы это работало как бизнес, то ты еще платишь управленцу, и тогда примерно с 2,5 миллионов оборота будет получаться 500 тысяч чистой прибыли. Это уже как, ну, можно назвать типа пассивный. Не совсем пассивный, да, это активный бизнес, но ты там не участвуешь вообще. И дальше мы считаем мастер-классы, с которыми ты ездишь по городам, да, там, в другую страну. И там можно посчитать, что одна поездка приносила тебе там чистыми, например, там 300 тысяч, например. Вот. Это один вариант декомпозиции. Второй вариант, что бы сделала я. Интересно? Да. Что бы сделала я, опираясь уже на тот опыт, который у меня за плечами, когда я победила бы в чемпионате 2-3 раза и запустила бы, вот у меня школа работает и мастер-классы, я бы запустила тут же подготовку к чемпионату, пока ты вот на пьедестале, нужно не сидеть и потом как бы плакать от того, что мое время прошло, почему же я не запустилась тогда, когда меня все знали и хотели, да, а запуститься в этот момент онлайн-наставничество, и там плюс миллион будет сильно легче. На прошлом потоке на таком продукте мы сделали 1 600 000 с девочкой. Потом, как бы, я думаю, будет больше. И все, кому я как бы говорила вовремя туда идти, делали запуски на 7 миллионов потом и так далее. Вот. И они будут хотеть повторить твой путь. Вот. И там это будет легче 900 тысяч, чем здесь. И вот, соответственно, ты можешь и то даже делать. Как бы просто потом ты увидишь, где тебе больше нравится и где легче. Да, потому что если и то, будет как бы не оставаться времени на себя. Если что-то одно, например, отсюда у тебя там 500, и оно как бы фоново работает у тебя, и ты там супер сильно не напрягаешься, да, у тебя там 3 ученика в месяц, они обычно набираются сами, особенно когда ты онлайн запускаешь. И это, к слову, о том, возвращаясь
Катя о чем говорила. Когда мы запускаем онлайн, офлайн подтягивается автоматически. Почему? Потому что, например, человек не готов покупать онлайн-курс, но он приезжает на офлайн мастер-класс. Или, например, люди пришли на мой вебинар, где я продаю курсы там по бровям, да, а они не мастера. И они посидели, посмотрели на меня, я им понравилась, они пришли на базовые курсы в мою школу учиться. Да, то есть, или когда мы инструменты онлайна применяем в офлайн. То есть, что это такое? Вот если я научилась продавать на вебинарах, и я знаю, как сделать высокие конверсии, доходимости на вебинар, да, какие офферы написать, чтобы люди зарегистрировались и пришли, как сделать так, чтобы была высокая доходимость на веб, как сделать так, чтобы была высокая конверсия в заявку, как сделать так, чтобы из заявки в продажную, это вы тоже уже знаете, да, как бы, вот, то я могу на это влиять. И если я этому научилась, то неважно, что продавать. Я могу конференцию продавать через вебинары, чем я последние несколько лет занималась, да, и потом только стали другие так делать. Вот. Я лазеры могу продавать через вебинары, потому что я соберу туда людей, мне не важно, лазер какой город отправить. Тебе же не важно, какой город отправить. Представь, ты можешь дать рекламу, собрать регистрацию вообще со всей России, откуда угодно, как бы. И с одного вебинара, который можно вообще потом автоматизировать, да, и сделать автовебом, например, там, или в воронку его вставить, ну, как бы разные вариации есть, и как можно это применять. И это можно продавать, и эксперта можно так найти, как угодно. Все, что угодно можно продавать через онлайн. И потом вы переходите заниматься перманентом и заходите, не знаю, платьюшки продавать, или путешествия, или еще что-то, вы точно так же, обладая вот этими инструментами продвижения через онлайн, можете продавать все, что угодно. Я помню, как я бывшему супругу дом продала через Инстаграм. Дом продала. Тогда это казалось нереально. Сейчас как бы все уже все продают там, да. И глупо не пользоваться этими инструментами. Только нужно как бы чувствовать рынок, потому что каждый, даже не год, сейчас скорость такая, что каждый, не знаю, полгода меняется инструмент. То, что работало полгода назад, перестает работать сейчас. Да, как бы то, что работало там 5 лет назад, вообще не работает сейчас. Вот. А что-то неизменно, не знаю, продажи, там, понятно, неизменно. Если ты умеешь продавать, научился продавать, то ты всегда будешь продавать. Неважно, 5 лет пройдет там или нет. Вот. Что забираешь? Вот ты мне подсветила, я в целом это понимала, да, но пока, знаешь, бывают моменты, пока наставник не скажет, ты как будто бы не осознаешь, вот такое слово. То, что процедуры на самом деле забирают 60%, да, это за рекламу, за аренду, зарплата мастеру, и остается по факту там много клиентов, и ты зарабатываешь там 100 тысяч в месяц, да, то, что у тебя мастер работает. И нужно сделать упор на обучение, на развитие личного бренда и уже на том, что я буду выигрывать в чемпионатах, уже потом продавать свои онлайн-курсы по подготовке к этому. У меня на самом деле тоже была об этом мысль, просто я пока упор делала в своей голове, то, что я пока буду офлайн развиваться, личный бренд свой развивать и потом уже переключаться вот на онлайн часть. И на самом деле на процедурах тоже можно хорошо зарабатывать, но это должно быть тогда одно направление, в которое ты бьешь много месяцев, а может быть и лет подряд. То есть наращивая. И оно потом, помните, про снежный ком, который я говорила? И потом оно как снежный ком, потому что тебя все рекомендуют, тебе наращивается база. И через 5 лет эти деньги в легкости приходят уже, а не сложности. И про деньги в легкости я всегда говорю, я не верю в деньги в легкости, но я верю в накопленный потенциал. То есть когда вы сначала поднапряглись и вложились, а потом вам это сильно легче приходит. Да? То есть первые брови тоже было тяжело сделать и наработать клиентскую базу, а потом как бы ты уже, даже если ты ничего не делать не будешь, у тебя записываются клиенты и приходят, и ты зарабатываешь деньги. Также тут первые там 2-3 запуска надо поднапрячься. Да, а потом это становится легче. Ну, либо ты понимаешь, что если это запуск, я буду работать, да, как бы я отдохну, после там а вот здесь мы поработаем. И ты можешь сам еще распределить это относительно там времени. А сначала ты вкладываешься, да, а потом уже мир дает тебе. Да.
Вот, потому что вот эта история, ой, давайте помедитируем, и сейчас нам миллионы свалятся, как бы я не супер в это верю, хотя я пользуюсь медитациями, и даже уже на этот текущий поток я скоро запишу медитации, и девчонкам тоже отдам медитации свои. Потому что я верю в самопрограммирование, а медитация — это про самопрограммирование. И это реально работает, потому что наши мысли формируют то, куда мы идем. То есть то, о чем мы больше всего времени в жизни думаем, то нас и окружает. Почему, когда мы себя вырываем в другое окружение, и там начинают про другое говорить, и мы об этом думаем, и мы начинаем делать другие действия и так далее, и, собственно, выходим на другой доход. Диана. Диана показала мне, напомнила мне о том, что часто мы видим маленького мишку, но не видим большого мишку, которого нам, возможно, предоставляет жизнь. И это когда вот на одном из тренингов, я помню, мне давали задание, когда цель заработать 1 миллион, а задание дают потратить 10 миллионов, написать, куда ты потратишь. И это задание как раз-таки расширяет. И вот Диана видит ближайшую цель там, на ближайший там, год-два, как побеждать в чемпионатах, как стать востребованным мастером, тренером и так далее. Но я, например, вижу на несколько шагов вперед, что когда она достигнет этого, там уже можно будет как раз-таки и выходить в онлайн, да, и идти туда, куда она еще даже не думает идти. Вот, и видит только такое ближайшее время. Поэтому я бы, например, о чем бы там задумалась, о том, чтобы прописать, а как я себя вижу через 5 лет, через 10 лет, потому что то, к чему мы иногда приходим, думаем, что придем через 5-10 лет, можем прийти через 5-10 месяцев, да, или там, год-два. И точно выбирала бы несложный путь, потому что первый путь, который прорисовала Диана, это был процедуры, а это самый сложный путь — масштабировать процедуры, да, и в последнюю очередь она подумала о том, что можно запускать онлайн или мастер-классы, или дополнительно зарабатывать, например, там на организации чьего-то труда, а не только своего, например, там на продаже пигментов или организации мастер-классов. В общем, там чуть-чуть как будто бы нужно расшириться, и такой момент, который мы не затронули в разборе, может быть, не успели, может быть, именно про это не зашел разговор, это поработать с хорошей девочкой, чтобы не быть всем хорошей, потому что это тоже прослеживается, и я иногда говорю, что нужно до достаточной степени, давайте скажем, офигеть для того, чтобы зарабатывать большие деньги, то есть, что я достойна этого, и вот тоже я бы в это посмотрела на месте Дианы, то, что я достойна больших денег, потому что это такие внутренние, неочевидные штуки, которые нас, помимо инструментов, незнания инструментов, ограничивают от того, чтобы в это идти. Ну что, давайте какой-то подведем итог, дадим друг другу обратную связь, может быть, какую-то, да, что вы друг в друге увидели, вот, и в целом мне, что было полезно. Я вообще вот смотрела на девчонок, вот на Катю, и понимала, вот на самом деле, когда ты видишь пример человека, который уже этого достиг, обычная девчонка сидит, да, ведь вот просто обычная, и ты понимаешь, что ты тоже это можешь сделать. И когда тем более прямо вот так вот общаешься лично, это прям, усиливается намного больше, чем когда там онлайн там посмотришь, да, там на ютубчике видео. Вот, то есть прям заряжаешься от этого. Огонь. Я сейчас еще раз убедилась в том, что даже если какие-то мысли, инсайты, которые ты мне говоришь, они тяжело к восприятию сейчас, да, то это просто нужно пробовать, проверять, да, еще раз осмыслить, потому что я сейчас тоже вижу некое сопротивление, когда ты даешь какие-то советы девчонкам, там по поводу студии, лазеров и так далее, и я вижу, что, нет, я пока что вот этим позанимаюсь, а я, хотя у меня меньше опыт, чем у тебя, да, я уже вижу, зачем, вот тут денег больше, вот, также, возможно, ты сейчас смотришь на меня, когда даешь какие-то советы, и я такая, нет, я вот сейчас пока что сложным путем хочу, да, и ты мне говоришь, зачем? Нужно просто слушать и находиться в том окружении, где есть люди, которые сделали результат выше, чем ты, и просто прислушиваться и брать какие-то моменты с этого. Огонь. Спасибо большое. Спасибо. Значит, во-первых, я хотела поблагодарить тебя, что ты нас сегодня сюда пригласила,
потому что вчера я еще лежала с температурой, мне было плохо. И когда Настя мне написала, мы хотим вас пригласить, я думаю, так, все, я устала болеть. То есть я все что угодно, понимаешь, делаю, лишь бы свой курс вот не запустить. Вот, поэтому я тебе благодарна, ты меня прям выдернула вот с этой прокрастинации, как это говорится. Для себя я поняла, что нужно, как вот ты чувствуешь, я давно уже чувствую, что мне это нужно сделать, мне не нужно ничего разрешения, ничего там экспертное мнение, нужно слушать себя, как бы действовать. И еще, почему я спросила, сколько людей в канале, потому что очень часто мы не видим возможности. Вот я себе всегда говорю, я берусь за каждую возможность. То есть если я вижу, там кто-то, давайте заполним анкету, там еще разбор, еще что-то, я всегда соглашаюсь. Ну, то есть я, конечно, отслеживаю, то есть от каких людей, на какие, конечно, там бесплатные консультации не хожу, но вообще вот возможность всегда видеть и не... Плохое слово, хочу сказать. Ну, в общем, не терять ее. Вот. И второе, не ждать чего-то разрешения. Ты сам себе можешь это разрешать. Ну, в принципе, вот я тебе очень благодарна за сегодняшний день. И я тебе еще дам вот обратную связь, что ты масштабнее, чем ты думаешь. Да? То есть ты можешь поместить в себя как это, объем. Вот у каждого есть объем денег. Когда иногда в нашей голове не помещается, да, вот когда-то мне не помещалось, как можно вообще там босоножки за 15 тысяч покупать, а потом, а как можно брендовые, да, или как можно на Мальдивы 1 миллион потратить, типа, в смысле вообще, то есть просто не помещается, у тебя помещается, то есть у тебя помещается, и, ну, не бойся ставить цели побольше, то есть можно поставить небольшую, сделать ее и ставить больше, потому что у тебя нет вот этого ограничения, что ты там не заработаешь или еще что-то. Просто как будто бы не так надо. Ну, поставь себе цель, поставь, на какое путешествие ты поедешь, когда ты сделаешь этот запуск. Да, внеси предоплату за это путешествие, и у тебя загорится в одном месте для того, что тебе по-любому надо сделать, потому что ты уже как бы едешь. Вот. И это очень быстро. Вообще 2 месяца деньги будут заработаны. 100%. Это вообще не обсуждается даже. И тоже подсвечу такой момент. Наверное, это больше, там, Диан, тебе будет полезно на студии, где еще можно зарабатывать на студии, помимо мастер-классов, базовых курсов и процедур. Это может быть организация мастер-классов, приезжих спикеров, да, и я на этом зарабатывала иногда там 150-300 тысяч. Когда у меня уже есть подписчики, и я в своем городе там могу объявление выставить, куда-то еще что-то, просто базу дать, ассистент обзвонит, скажет, там ты пригласила кого-то там известного или кто недавно выиграл и так далее, только становится известным, и на этом зарабатывать. И тоже договариваться с этими людьми на условия, которые будут выгодны и тебе, и им. Да? И это пигменты, когда вы можете на стартовых наборах зарабатывать. И там на одном наборе можно зарабатывать около 5000 рублей. И у вас там 4 человека, если это 8, как мы поставили цель, это уже умножить на 8, это уже 40 тысяч чистой прибыли. Просто как бы на ровном месте. И очень часто, а потом это люди, которые постоянно могут приезжать и закупать у вас эти пигменты. То есть когда я организовывала мастер-класс спикера, и она работает на тех пигментах, которые я продаю, естественно, в день мастер-класса у меня еще плюс 20 тысяч, там была выручка по пигментам, анестезиям там, и так далее. Да, то есть это тоже такой момент, который можно не упускать, и который вот отсюда сделать не 900, а 1 200 000. Вот. И на мастер-классах в том числе продавать. Вот. Ну что, я в свою очередь благодарю вас за то, что вы победили какие-то свои страхи, да, за то, что, когда даже заполнить анкету, это нужно свой отклик почувствовать, такой, да, я хочу, и я достойна, и я могу. Вы заполнили, вы здесь, теперь о вас узнают множество других мастеров, и через ваш путь, потому что вы имеете смелость открыться, да, сейчас и рассказать свою какую-то внутрянку, которую, возможно, страшно рассказывать, да, через ваш путь другие мастера могут увидеть свои точки роста, да, в чем чего они не видят, что им мешает расти и так далее. Поэтому вы огромные молодцы. Мне кажется, получился классный сегодня разбор. Благодарю вас. Спасибо за доверие.
Спасибо. Вот. Ура! Обнимашки! Девчоночки! Красотки! Итак, прошли у нас разборы. Что я хочу сказать? Очень важно, что многие из девчонок что-то осознали, а осознание, оно запускает процесс. То есть иногда просто важно понять, типа, это поэтому я этого не делаю. Или вот как у Кристины было, оказывается, все-таки нужно отпустить прошлое, чтобы идти в новое, да, и эта энергия не тянула. И вот самым классным результатом для меня было бы, если бы каждая из девочек хотя бы что-то внедрила. В ближайшие 2 дня, как известно, считается 72 часа вообще, да, чтобы в ближайшие 2-3 дня они подкрепили это действием. И тогда для меня это будет максимально полезные разборы, что я сегодня не зря это делала, и в их жизни что-то изменится. У каждой из них есть большой потенциал в том, чтобы идти в рост, идти в свой масштаб, идти к своим целям, реализации и так далее. Но только действие может это подкрепить. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы увидеть следующие видео с экспертами, где в бесплатном видео вы можете увидеть то, что мы делаем только за деньги.